Имеющаяся у них информация сбивает с толку и затрудняет им маневрирование и борьбу. Все, кто смотрит на это, думают, что это игра, но нет, это их новая реальность. Чтобы понять, что произошло, давайте немного вернемся в прошлое. Главный герой Чиро не знает, когда он появился на свет. Побродив по окрестностям, он понимает, что это, несомненно, мир Акибы. Многие другие люди также были перенесены сюда, и это игровой мир, в который они привыкли играть. Экран состояния по-прежнему работает нормально, но функция выхода из системы не работает. Он видит, что список друзей по-прежнему активен, и замечает, что многие из его друзей также были добавлены сюда. Он узнает имя своего друга Сугу и сразу же звонит ему. Они договариваются встретиться под большим деревом. Это первый раз, когда они видят настоящие лица друг друга, и Сугу продолжает называть Широ темными очками, потому что его лицо выглядит опасным. Прошло много времени с тех пор, как они оба играли в эту игру, и они не понимают, как это произошло. Предполагалось, что сегодня разработчики выпустят новое обновление. Они не могут вспомнить, что происходило до установки обновления, а когда осознали это, то уже были здесь. Эти ощущения вполне реальны, так что это не сон. Похоже, сейчас им нужно адаптироваться и собрать информацию, потому что они не могут сразу вернуться в реальный мир. Широ замечает, что здесь все по-прежнему похоже на ту игру, в которую они играли раньше, так что, похоже, им пока не стоит выходить на улицу, потому что там наверняка много монстров. Затем двое молодых людей болтают на обычные мужские темы. Внезапно Широ спотыкается и падает. Он объясняет, что в реальной жизни он ниже ростом, чем здесь, так что сейчас ему немного трудно передвигаться. Затем Широ случайно встречает другого друга, который когда-то был в его команде, Акацуки, ниндзя-убийцу. Когда они встречаются, Акацуки просит у Широ зелья, чтобы изменить ее внешность, потому что она женщина и хочет вернуться к этой внешности. Широ долгое время думала, что Акацуки просто играет роль убийцы и молчит, но оказалось, что на самом деле она женщина. Выпив зелье, которое дал ей Широ, Акацуки начинает процесс трансформации и становится девочкой, соответствующей своему реальному полу. В тот вечер Сугу задается вопросом, почему Акацуки с самого начала не создала персонажа женского пола. Она объясняет, что раньше это была игра, поэтому была свобода, но теперь, когда это стало реальностью, ей нужно приспособиться, чтобы избежать неудобств. Акацуки чувствует, что она в долгу перед Широ и хочет, чтобы он изложил условия возврата долга. Он не хочет соглашаться, но она говорит, что ей не нравится получать одолжения от других. Сугу продолжает говорить извращенные вещи и несколько раз в этом нуждается. В конце концов, Сугу решает пригласить Акацуки присоединиться к их команде в качестве компенсации. Видя, что Сиру не возражает, Акацуки решает, что отныне она будет следовать за ним и служить ему, чтобы вернуть свой долг. На следующее утро они идут на рынок, чтобы найти что-нибудь съестное, и замечают, что там, кажется, стало больше НПК, чем раньше. Еда выглядит вкусной, но когда они ее едят, это разочаровывает и не стоит упоминания. На вкус все одинаково, ничем не отличается от сырого печенья. Апельсиновый сок на вкус как обычная вода. Внезапно кто-то по имени Мэри звонит Сиро. Он ведет свою команду в район Альянса Новолуния, где снова встречает Мэри, свою чрезвычайно симпатичную старшую сестру. Как только она видит Широ, она бросается его крепко обнимать. Люди в его команде ничем не отличаются от других. Мгновение спустя появляется второй участник, Генри. Она выглядит более серьезной, чем Мэри, но перед Акацуки она тоже влюбляется в свою привлекательность. Причина, по которой мы пришли сюда сегодня, заключается в том, чтобы поделиться информацией, в частности некоторыми основными сведениями, которые они собрали об этом месте. Во-первых, почти все телепортационные врата не могут быть использованы, и ситуация, когда вы оказались в ловушке в этой игре, происходит на всех серверах в каждом регионе. Большинство членов гильдии уже собрались, и гильдии активно набирают новых членов. После обновления игра также изменилась по сравнению с тем временем, когда они играли раньше. Еще одна вещь заключается в том, что Мэри хочет пригласить Широ присоединиться к ее гильдии, но он отказывается и уходит со своими двумя друзьями. Мэри рассказала своим людям, что Широ ранее был стратегом в большой команде, но эта команда так и не сформировала гильдию, несмотря на участие в мероприятиях, обычно предназначенных для гильдий. Теперь эта команда распалась. В данный момент Широ задается вопросом, что произойдет, если они умрут здесь. В игре, когда они умрут, их заберут обратно в божественный храм, но прямо сейчас никто не осмеливается попробовать. Так вот, той ночью Широ повел двух своих друзей сражаться с монстрами, чтобы проверить это. Поскольку все они достигли самого высокого уровня, у них все еще была определенная уверенность в себе. Но когда они столкнулись с группой белок, они все равно не смогли освоить стиль боя, потому что привыкли управлять с помощью команд на экране статуса. Однако Акацуки сражались очень гибко, так что Сиро все понял и сказал Сугу просто сражаться, действуя, а не используя команды. Теперь Сиро больше знал об этом мире, и таким образом всемирно известная игра привлекла сотни тысяч своих игроков непосредственно к игре.
Позже этот день назвали Великой катастрофой. На следующее утро в большом зале воскрес человек, который погиб, сражаясь с монстрами. Похоже, что в этом мире смерть — это еще не конец. Группа Сиро теперь больше привыкла к механике боя в этом мире. Однако просто быть знакомым недостаточно, им нужно больше практиковаться, чтобы стать более опытными. Вечером Акацуки попросила разрешения продолжить, потому что она хотела попрактиковаться в некоторых характерных техниках ниндзя, таких как ночное видение и скрытность. И этот лес был очень подходящим для отработки этих навыков. Так вот, Широ решил использовать заклинание освещения, чтобы осветить путь и помочь Акацуки легче найти их. Причина, по которой вся группа теперь должна практиковаться в боевых действиях, заключается в том, что в этом районе крупные гильдии постепенно расширяются и используют свою силу, чтобы провоцировать более мелкие гильдии. Поскольку боевые действия не могут происходить в городе из-за вмешательства стражи, одиночные игроки или небольшие группы, которые выходят на повышение уровня, часто попадают в засаду более крупными гильдиями, чтобы украсть все их деньги и снаряжение. Очевидно, что все игроки ненавидят таких людей. Во время прогулки и размышлений Сугу сказал Сиро расслабиться, потому что тот выглядел напряженным. Некоторое время спустя они оба снова встретились с Акацуки. Она сообщила им, что впереди нет никаких монстров. Но когда они подъехали к больнице, Сиро заметил, как кто-то скользнул мимо. В Сугу тут же попало заклинание, связывающее ноги, которое Сиро быстро развеял. Сиро увидел впереди 4 фигуры и предположил, что это кто-то из игроков, которые грабят других игроков. Они хотели, чтобы Сиро благоразумно оставил свое снаряжение и ушел. Он бы оставил снаряжение, но только в том случае, если бы был слабее их, чего сейчас не было. Затем он приказал Сугу идти вперед и танковать. Ассасин бросился к нему, но был немедленно связан. Увидев, что Широ — главная цель, которую нужно уничтожить, они повернулись к нему, но Сугу произнес заклинание насмешки, чтобы заставить их атаковать его вместо этого. Они планировали сосредоточить урон на Сугу, но Широ бросил в них заклинания. Хотя эти заклинания не нанесли большого урона, Широ применил дополнительные заклинания, чтобы связать их всех и заставить Сугу атаковать. Два из его заклинаний уменьшили сопротивление противника и увеличили урон Сугу. Если Сугу прорвется сквозь все оковы, они наверняка умрут. Они велели своему целителю вылечиться, но тот уже был усыплен заклинанием Сиро некоторое время назад. Убийца пытался напасть на Сиро, но оставил возможность для удара Сугу. Командир позвал двух магов, которые прятались за ним, чтобы они применили заклинание. Но с обоими уже разобрались Акацуки. Она с самого начала не показывала своего лица. И Сиро понял, что за ними стоят люди, потому что изначально Сугу был поражен заклинанием, но среди 4 видимых фигур не было мага. Небольшое заклинание, которое применил Сиро, было просто для того, чтобы отвлечь их от того факта, что их целитель не мог сражаться. Командир остался позади и склонился, моля о пощаде. Но он планировал предать их, поэтому Акацуки прикончили его. Сугу не понимал, почему эта группа должна была сражаться так бессмысленно. Конечно же, им больше нечего было делать в этой игре. Честно говоря, Широ тоже не знал, что здесь делать. Еда была пресной, уровни были ограничены, и большинство людей, выбравших мир, оставались в городе и бесцельно жили день за днем. Даже Широ теперь не знал, что делать. Когда они вернулись, гильдия Мэри сообщила им, что ее люди подверглись нападению других игроков, и в настоящее время им оказывается помощь от доброго человека. Теперь ей нужно поехать к этому человеку, чтобы забрать свою сестру. Так что она возьмет с собой 6 человек, чтобы забрать ее, и попросит Сиро остаться здесь и управлять гильдией вместо нее. Но Сиро знает, что потребуется почти месяц, чтобы добраться до места назначения. И теперь, если группа Мэри отправится туда, он уверен, что она не сможет победить других злоумышленников. Он также немного сомневается, стоит ли ей помогать, потому что знает, что Мэри будет чувствовать себя неловко. Но в конце концов Широ все же решает, что его группа отправится за этим человеком вместо нее. На следующий день группа Широ официально отправляется в путь. Все трое использовали свистки, чтобы подозвать лошадей. Пройдя некоторое расстояние, Широ достал карту, чтобы свериться с ней. После перестановки Сугу сообщил, что Широ не должен испытывать неловкости из-за вмешательства в дела других гильдий, просто рассматривайте это как то, что они должны делать в этом мире. Затем Широ и Сугу достали разные свистки. Эти свистки используются для вызова мастеров птиц. Только у тех, кто когда-то был в большой команде Широ, есть этот предмет. Затем все трое оседлали мастеров птиц, и Акацуки, впервые испытавший возможность летать высоко, был ошеломлен. После 3 дней путешествия группа Сиро прибыла в лабиринт. Миссия по-прежнему заключается в том, чтобы забрать маленькую девочку и вернуть ее в гильдию. Но причина, по которой они не могут использовать мастеров птиц вечно, заключается в том, что мастера птиц разрешают им ездить верхом только 4 часа в день. Однако эти 4 часа эквивалентны 2 неделям верховой езды. Причина, по которой
которой они останавливаются на горе, чтобы пересечь лабиринт, заключается в том, что драконы могут напасть на них, если они поедут верхом на повелителях птиц. Передвигаться по земле тоже небезопасно, поэтому они идут через этот подземный лабиринт. Это место довольно старое, и там также водятся монстры, которые являются людьми-крысами. Эти существа низкого уровня, поэтому они знают разницу и не нападают на них, но если их загнать в угол, они будут сопротивляться. Увидев, что путь впереди занят крысами, группе пришлось изменить направление, потому что они хотели свести драку к минимуму, насколько это возможно. Во время отдыха Акацуки отправился на разведку следующего уровня и принес информацию Сиро. Сугу все еще был подавлен из-за безвкусной еды. Они никак не могли изменить вкус этой еды. Даже если бы ее приготовил шеф-повар, она все равно была бы пресной. Но хорошо то, что здешние специи по-прежнему обладают характерным вкусом, поэтому ими можно посыпать еду, чтобы сделать ее менее пресной. Внезапно позвонила Мэри и удивилась, что все трое зашли так далеко. В то же время девочка, которую им нужно найти, связалась с Мэри, и Мэри сообщила, что девочка в настоящее время скрывается у человека, который ее спас. Тем временем девочка, которую группе Сира нужно найти, это Сира. Сира в настоящее время находится в городе и работает горничной в доме человека, который ее спас. Этот человек – зверочеловек-кот по имени Наян. В этом городе в основном полно игроков-изгоев, которые запугивают НПК. Но Сира скоро уедет отсюда, так как ожидается, что группа Сира прибудет через несколько дней. Сира все еще не рассказывает Мэри о хозяевах птиц, а Мэри полностью уверена в Сира. Но она только удивляется, почему такой человек, как Сира, отказывается вступать в какую-либо гильдию. Затем Мэри отправилась на собрание лидеров гильдий. Здесь участвуют только 60% лидеров гильдий, так как остальные отказались. Вернемся к Сиру. Его группа подошла к мосту. Увидев, что мост вот-вот рухнет, Сиро бросился отталкивать Акацуки, в результате чего тот упал. Затем ему приснился сон о том времени, когда он впервые начал играть в эту игру. Тогда он был совершенно один, играл сам по себе и исследовал все самостоятельно. А потом знания, которые он получил, помогли ему стать известным многим людям. К нему обращались за помощью и указаниями о том, как получить то или иное, и часто это его очень раздражало. Но пока он не попал в эту команду, он знал, что это именно те люди, которые ему нужны. Очевидно, что среди них был и Сугу. Он просыпается и обнаруживает, что его спасают Акацуки и Сугу. Затем они втроем продолжают путь, и Акацуки замечает, что он, кажется, действительно хорошо разбирается в картах. Он рассказывает, что в реальной жизни он программист, окончивший университет, и Акацуки понимает, что они примерно одного возраста. Оба в шоке, потому что до сих пор Сугу всегда считал Акацуки просто ребенком. Видя, что Акацуки выглядит рассерженным, Сиро решает промолчать. Затем они сталкиваются с боссом этого лабиринта. Раньше такого не было, так что должно быть это и есть отличие в новом обновлении. Хотя он и выглядит большим, его уровень все еще средний, так что они все еще могут с ним бороться. Сугу открыл огонь с помощью навыка насмешки и позволил Акацуки атаковать сзади, в то время как Сиро продолжал использовать заклинание, чтобы связать монстра. Как только Акацуки приближается, Сиро добавляет еще одно заклинание, чтобы ослабить босса и увеличить силу Акацуки. Они успешно побеждают босса и открывают выход отсюда. Наблюдение за этим закатом помогает Сиро понять, что это именно то, что он так долго искал. Это будет первая добыча, которую они получат с тех пор, как начали играть в эту игру. Тем временем группа игроков, которых можно считать хулиганами, грабит имущество неигровых персонажей. Главарь приказал своим подчиненным быстро найти Сайру и ту кошку и привести их к нему. Группа Сиро вскоре прибывает в город, где скрывается Сайра. Все трое слышали об этой гильдии головорезов, и им нужно попасть в город, чтобы забрать Сайру, потому что если они выпустят Сайру сейчас, велика вероятность, что они будут обнаружены этими головорезами. Если случится что-то неприятное, что может привести к их гибели, им придется совершить еще одну поездку, чтобы забрать Сиру. Затем Акацуки прячется первого, в то время как Сиро и Субу входят в город. Главарь и бандиты быстро обнаруживают обоих, но пока они не совершили ничего опрометчивого. Широ прибыл на место встречи и встретился с Сайрой, и, как ни удивительно, Нэн оказывается бывшим подростковым лидером Широ. Когда они встречаются, Нэн понимает, почему Широ смог прибыть так быстро. Нэн очень доверяет Широ, поэтому он уверен, что план увенчается успехом. Сиро знает, что скоро вернется домой, но спрашивает, не хочет ли Нэн пойти с ней. Он тоже поедет, потому что у него больше нет причин оставаться здесь. Известие о том, что Сугу тоже приедет, вселяет в Нэн еще большую уверенность. Затем они смело выходят на улицу средь бела дня, чтобы эти негодяи могли их увидеть. Очевидно, они знают, что это подвергнет их опасности. Но пока они все еще в городе, негодяи пока не могут напасть. Но они все равно выводят Сайру за городские ворота, и негодяи следуют за ними, чтобы подготовиться. Сайра напугана, в то время как двое других сохраняют спокойствие. Как только они выходят за ворота, главарь поджидает их снаружи.
Широ спрашивает Наяна, может ли он сыграть соло с главарем. И похоже, ему это нравится. Так что Широ говорит громче, спрашивая, кто здесь самый сильный, чтобы выйти вперед и поговорить. Наян видит, что главарь кажется вспыльчивым, поэтому он говорит ему перестать вести себя по-детски и успокоиться как взрослый. Он не принимает вызов. Поэтому Широ говорит ему, что если он напуган, то он не похож на лидера, а парень в плаще больше похож на лидер. Нэн также насмехается над ним из-за того, что он боится или нервничает, из-за чего он в конце концов соглашается на дуэль. Он бросается драться с Нэн. Сиро встает, чтобы защитить Сиру. Сиро сообщает нам, что у главаря есть класс персонажа-бойца, который сражается, используя навыки с коротким временем восстановления и высокой скоростью атаки, чтобы у противников не было времени на отдых и контратаку. Но даже несмотря на то, что у Наяна меньше здоровья, у него все еще есть скорость и непоколебимый настрой. Потому что класс персонажа Наяна позволяет ему использовать двойные мечи и постоянно наносить неблагоприятные эффекты противникам. Таким образом, главарь вскоре оказывается в невыгодном положении и решает сыграть нечестно, призывая своих товарищей вылечить его. Затем они также планируют напасть на Наяна, но внезапно появляется Сугу и насмехается над ними всеми. Однако вскоре на Сугу нападают, и он теряет почти все свое здоровье. Поэтому Сиро говорит Сире наложить исцеляющие заклинания и на Сугу, и на Наяна, но сосредоточиться в основном на здоровье Наяна. Затем Наяна выгоняют, в то время как Сугу вынужден использовать навык, который делает его невосприимчивым ко всему урону на 10 секунд, который можно использовать только раз в 10 минут. Остальные считают, что у Сугу нет выбора, и он вынужден использовать этот козырь. Но как только Сугу выдыхается, Наян прыгает на Сиру, а затем уворачивается, так как умение Сира связывает главаря. Наяну достаточно нанести удар, чтобы сломать шипы, и этого достаточно, чтобы здоровье главаря уменьшилось до единицы. Акацуки разобрался со всеми целителями и магами в тылу. Она не понимает, почему здоровье другого парня так быстро испарилось. Она подозревает, что Широ только что дважды использовал это умение. В частности, время восстановления навыка Широ составляет 15 секунд, что совпадает с временем восстановления навыка главаря. Так что он, должно быть, очень тщательно рассчитал время, чтобы применить два навыка одновременно, а также воспользовался временем, которое Сугу купил, чтобы обмануть их. Действительно, все трое должны очень хорошо понимать друг друга, чтобы координировать свои действия на таком уровне. Широ дает главарю шанс отступить, потому что он оставил ему одно здоровье в качестве возможности. Но он все еще упорствует, поэтому Сиро наносит ему удар, который заставляет его уйти навсегда. Он клянется, что запомнит лицо Широ и отомстит. Затем все трое звонят в Бёрдместас и немедленно уезжают. Уходя, Акацуки казалась немного мрачной, так как чувствовала неуверенность в своей способности координировать действия с группой Широ. Широ рассказала нам больше о неигровых персонажах. Изначально они были запрограммированными персонажами, но после Великой катастрофы все изменилось. У НПК теперь такие же личности, как у реальных людей. По дороге домой Кира сообщила Мэри, что они успешно сбежали и направляются обратно. Кира, узнав, что теперь все в безопасности, расплакалась и поблагодарила всех. Когда начало темнеть, они решили разбить здесь лагерь и отдохнуть. Пока группа Сиро устанавливала палатки, Сиро и Наян отправились собирать хворост. Наян заметил оленя и решил немного покрасоваться. В тот вечер, когда все жаловались на безвкусную еду, Сугу почувствовал запах мяса. Все трое пошли туда, где был Наян, и увидели, как он жарит мясо на гриле. Думая, что оно тоже будет пресным, они попробовали его и были удивлены, что это был первый раз, когда они по-настоящему попробовали еду в этом мире. Группа Сиро ела с жадностью и просила добавки. Сиро наблюдала за ней, думая, что Наян похожа на птицу-мать, кормящую своих птенцов. Наян объяснил, как он это делает. Раньше все они получали ингредиенты и готовили еду через экран статуса. Но отказавшись от этого способа мышления, теперь им приходилось собирать ингредиенты и готовить непосредственно для придания блюду аромата. Группа Широ уже пробовала раньше, но когда они ставили его на плиту, оно естественным образом превращалось в черную массу. Ньян подумала, что, возможно, они недостаточно изучили профессию шеф-повара. Широ понял, что он мыслил по старым игровым шаблонам, и действительно было еще много вещей, которым ему предстояло научиться заново. Затем Акацуки встала и представилась Наян. То же самое сделала и Сиро. Маленькая девочка чувствовала себя виноватой за то, что была слабой и слишком зависимой от группы Сиро. Сиро задумалась о том, что Сиро и Наян, похоже, знали друг друга раньше. И оба сразу же признались в этом, сказав, что раньше состояли в одной гильдии под названием «Чаепитие развратников». Гильдия — это просто люди, которые объединились, а не большой клан или что-то в этом роде. У них не было ничего общего, но им нравилось ходить вместе, выполнять сложные задания и получать предметы высокого уровня. Акацуки все еще чувствовала себя неуверенно, потому что не
могла координировать свои действия с Сиро так, как он координировал их со своими старыми друзьями. Затем они заметили, что Сиро, похоже, нравятся зрелые люди, такие как Наян. Они угадали возраст Сиро, а по ее поведению можно было предположить, что она примерно среднего школьного возраста. Сиро и Сугу вспомнили, что в их гильдии раньше тоже была пара близнецов примерно такого же возраста. В те времена они часто приставали к Сиро, чтобы расспросить его об игровой информации. Поскольку обоим детям игра действительно нравилась, Сиро использовал свой механизм временного понижения уровня, чтобы поиграть с двумя детьми. Он заметил, что их имена все еще были в списке, и видел их обоих в день Великой катастрофы. Они решили пойти и найти этих двух детей, потому что волновались, что они должно быть очень смущены и напуганы, но Широ видел, как они вступили в гильдию, так что с ними все должно быть в порядке. Сугу побежал спросить, хорошенькая ли старшая сестра, но он не знал, потому что слышал только их голоса и не видел их лиц. Кроме того, он не был уверен, что голоса, которые он слышал, были их настоящими голосами. На следующий день по дороге группа попала под дождь, поэтому им пришлось отправиться в соседнюю деревню, чтобы временно укрыться. Наян заметил, что Широ выглядит так же, как и раньше, не вступая ни в одну гильдию. Что касается Наяна, то он когда-то состоял в гильдии пользователей кошачьих персонажей. Они просто лежали и загорали на крыльце. Но в ветреную дождливую погоду гильдию унесло ветром, и она распалась. Затем они перебрались в соседний дом. Домовладелец, который также был деревенским старостой этого места, вышел поприветствовать их и позволил им занять склад для проживания. Сугу подумал, что на мягком сене будет удобно спать. Наян и Сара отправились на поиски плиты, чтобы приготовить еду. Двое внуков старика тоже пришли и были очень рады увидеть Акацуки в роли ниндзя. Затем они услышали историю об этой деревне, о том, что в прошлом это место было охвачено снежной бурей. Отец детей пропал без вести, а их мать заболела и лечилась в больнице. Горы. Затем старик вышел поиграть со своими внуками, и Сугу понял, что НПС теперь действительно похожи на людей. Однако они были настоящими людьми, потому что авантюристы или игроки были самыми бесчеловечными в то время, поскольку они могли воскреснуть. Раньше они никогда не замечали, что здесь так много НПК. Сара и Наян принесли кучу ингредиентов, так что теперь они могут готовить еду. Они оба попробовали приготовить блюдо с печеньем, но НПС никогда раньше не пробовали ничего подобного. Тем временем группа искателей приключений тащится обратно под дождем. Это всего лишь остатки группы, потому что большинство из них погибло и было отправлено обратно в святилище. Они очень злы на этого лидера, потому что его уровень слишком высок, поэтому он привлекает только сильных монстров. Более того, у него нет четкой стратегии ведения боя. Когда они вернутся, мы узнаем, что это та самая гильдия, в которую вступили близнецы. Они все недовольны этой гильдией, потому что эти люди практически эксплуатируют труд таких же низкоуровневых людей, как они сами. Во время следующей поездки младший брат действительно скучал по Широ, когда внезапно услышал его голос неподалеку. Но потом мальчик решил повернуть назад, не наезжая на него. По словам Сиро, гильдия – это то, что приносит много пользы. Она позволяет людям пользоваться общим хранилищем в банке, имеет собственную систему связи, имеет право купить зал гильдии для группы и может оставаться там на отдых. После возвращения Ньян поделилась своими кулинарными приемами с гильдией Мэри, и они вместе организовали вечеринку, чтобы отпраздновать возвращение Киры. Кира сообщила Мэри, что им пока не следует разглашать этот секрет приготовления, потому что Широ сказал, что они должны держать это в секрете. Той ночью, когда все легли спать, Широ и Мэри прибрались, а затем пошли немного поболтать. Мэри была очень благодарна ему за то, что он недавно сделал. Когда Широ спросил ее, не случилось ли чего-нибудь с этим местом, пока его не было, она сообщила, что грабежей стало меньше, общественная безопасность стала лучше. Но атмосфера казалась более неуютной, как будто люди соревновались друг с другом. В ее гильдии менее 30 человек, и лишь немногие из них достигли максимального уровня, в то время как в ведущей гильдии страны более 1,5 человек. И большинство из них достигли максимального уровня. По сути, соревнование заключается в том, какая гильдия крупнее и имеет больше возможностей доминировать. Большинство охотничьих угодий занято более сильными гильдиями. Несмотря на то, что они злоупотребляют своей властью подобным образом, гильдии установили правила, запрещающие драки во время охоты на монстров. Таким образом, количество грабежей и драк сократилось. Широ все еще считает, что это не совсем правильно, потому что конкуренция создала большой невидимый барьер между игроками. Однако они не могут навязывать этим людям правила или моральные нормы. Несколько дней назад она собрала множество небольших гильдий, чтобы поделиться способами преодоления этих барьеров. Но у каждой гильдии было свое мнение, и никто никому не уступал, так что они ни к чему не пришли. Кроме того, в недавнем обновлении некоторые гильдии стремятся
пытается установить новый лимит уровней. Однако, чтобы люди высокого уровня могли набираться опыта, им также приходится сражаться с монстрами такого же высокого уровня. Так вот, эти люди используют технику обмана, которая заключается в использовании зелий опыта. Зелья опыта позволяют пользователям увеличивать определенные полезные свойства и удваивать полученный опыт в течение определенного периода времени. Но зелья опыта ежедневно выдаются бесплатно только игрокам младше 30 уровня. Итак, гильдия набрала людей младше 30 уровня и забрала у них зелье опыта, чтобы продать их обратно крупным гильдиям, которые мне это нужно. Затем Широ вышел прогуляться, чтобы подумать. Он не знает, что делать в этой ситуации, и старый товарищ по команде посоветовал ему попытаться решить эту проблему. Однако он не знает, что делать, потому что у него самого нет никакой гильдии. В прошлом ему не нравилось вступать в какие-либо гильдии, потому что они были нацелены только на его статус ветерана. Внезапно пришла Ниан и увидела, что он все еще испытывает отвращение к вступлению в какую-либо гильдию. Он знает, что придуманные им причины только доказывают его самонадеянность, но нельзя отрицать, что механизм гильдии развращает людей. Однако в мире нет ничего, что не развращало бы. Отрицание этого факта ничем не отличается от отрицания собственного существования. Их предыдущая команда тоже была создана совместными усилиями, так что сокровище должно быть чем-то, что каждый получит сообща. Услышав слова лидера команды, он понял, что все уже давно были на его стороне и ждали, когда он изменит свой взгляд на гильдии. Затем он позвонил старшей сестре близнецов Минори. Он знает о текущей ситуации Минори и хочет, чтобы она подтвердила это. Девочка была очень взволнована, когда снова встретилась с Сиро. Он обещал скоро приехать, чтобы спасти обоих братьев и сестру, так что она должна быть спокойна. На следующий день он снова встретил Сугу и Акацуки и решил попросить их о помощи. Затем он вернулся в гильдию Мэри, чтобы попросить ее о помощи в спасении братьев-близнецов. Они все еще в долгу перед ним, так что они помогут ему и в то же время заставят гильдию, которая берет зелье опыта у новых игроков, собрать вещи и уйти. Он решил очистить этот город, потому что в настоящее время он действует очень мелочно и грязно. Раньше это был самый большой город на сервере, но сейчас он очень слаб. Они хотят услышать, в чем заключается его план, чтобы знать, как помочь. Первый, ему нужно 5 миллионов золотых монет. Все были шокированы, когда услышали это. Однако больше всего ему нужна добрая воля людей. Чем больше людей его поддерживают, тем больше у него шансов добиться успеха. Поэтому он снова просит о помощи. Потому что теперь он основал собственную гильдию под названием Luck Horizon. Что касается валюты в этом мире, то обычная еда стоит всего 5 золотых монет, проживание в гостинице 10 монет, а на обычный день жизни уходит 35 монет. Для такой суммы достаточно просто убить 6 гоблинов. Следовательно, 5 миллионов золотых монет, которые нужны Широ, слишком велики. У всей гильдии Мэри в лучшем случае есть только 60, однако у него уже есть конкретный план на эти деньги. Но у них также есть свои способы зарабатывать деньги. Люди из гильдии Мэри и Сугу сейчас отлавливают диких кабанов живыми, потому что, убив их, можно получить всего 2 килограмма мяса. Но поймав их живыми и обработав, можно получить во много раз больше. Наян подготовила больше поваров для гильдии. Мэри уже 3 дня не выходит из своей комнаты из-за бумажной волокиты. Но Генри продолжает приносить все новые и новые документы. И Широ тоже приносит еще, чтобы она могла продолжать. Генри считает, что Широ довольно безжалостен в своем предстоящем плане. Широ полностью контролирует Генри, потому что ей нравится быть с Акацуки. Так что Генри сделает это, просто используя Акацуки в качестве приманки. Акацуки, наблюдавший за погребом опытных зелий, внезапно почувствовал озноб. Сугу и двое мальчиков только что вернули диких животных, и Мэри немедленно обняла их в знак благодарности. Но этого еще недостаточно, поэтому мальчик снова отправляется на охоту. В ту ночь Мэри просмотрела оставшиеся документы и закричала. Теперь она по-настоящему боится людей в очках, потому что все они опасные люди. Основываясь на воспоминаниях Генри, мы знаем, что в реальной жизни она была бухгалтером. Так вот, Широ попросила ее помочь в создании нового механизма зарабатывания денег. Поскольку охота на монстров здесь не работает, они воспользуются другим способом. И когда Генри понял, что такой способ есть, он сказал, что цель в 5 миллионов золотых монет достижима. Позже Сугу принес Мэри торт, и она постоянно жаловалась на работу. Он поблагодарил Мэри за то, что она поддержала план Широ, и он начнет действовать завтра. А буквально на следующий день Мэри и девочки открыли продуктовый магазин, чтобы привлечь игроков к еде. Они думали, что это блюдо будет таким же безвкусным, как и все остальное. Несмотря на то, что они почувствовали аромат, они не ожидали многого. Но попытка никого не убьет, поэтому они попробовали это и заплакали, потому что смогли ощутить вкус настоящей жизни прямо здесь. Этот инцидент начал распространяться по всему городу. Многие люди приходили за покупками
сутками один за другим. Они не могли приготовить достаточно еды, чтобы удовлетворить спрос. Все были очень заняты. Так что слухи распространялись из уст в уста, и число людей, знавших об этом, росло день ото дня. Нашлись и такие, кто начал посылать людей на расследование. Через несколько дней они собрали более 40 золотых монет. Но при таких темпах потребуется 4 месяца, чтобы заработать 5 миллионов золотых монет, которых не хватит для реализации плана. Если бы у них было достаточно рабочей силы, они могли бы обслуживать до 10 человек в день, но их нынешней ограниченной рабочей силы хватает только на одного люди. Но деньги – это не главное в этом плане. Поскольку работа была выполнена, Генри отправился на поиски Акацуки, чтобы отдохнуть. Акацуки не могла сбежать, потому что это была территория гильдии, так что она не знала ни дороги, ни установленных здесь ограничений. Ее заставили надеть симпатичный наряд и стоять перед всеми в очень смущенном виде. Мэри не знала, где синеволосый мальчик, а потом Сугу сказал, что он еще не вернулся. Как только они упомянули о нем, он привел в гильдию целого босса, дикого кабана. Затем он заснул от усталости. Наян с сожалением сообщил, что мясо гигантского дикого кабана нельзя было приготовить, потому что вкус был слишком сильным. Затем Сиро сообщил Миноре, что все его приготовления завершены, так что ей нужно потерпеть еще немного. Затем Сиро отправился с Наян посмотреть несколько домов в городе. Но сейчас эти дома можно купить, чтобы жить в них, хотя цены на них заоблачные. Позже они отправились на встречу со старым товарищем по команде Санджиро. После Великой катастрофы он основал свою собственную гильдию, на которую все могли положиться. Он думал, что Широ ненавидит его, потому что он пригласил Широ вступить в гильдию, но Широ отказался. Широ объяснил свои причины и объяснил, как он изменил свою точку зрения, и теперь ему нужна была помощь Саоджу. Саоджу признал, что этот город теперь похож на невидимую тюрьму. Услышав, что у Сиро есть решение, Саоджу немедленно согласился, потому что не хотел тратить драгоценное время Сиро впустую. Он знал, что у Сиро всегда были хорошие планы, которые он не мог понять, поэтому ему не нужно было выслушивать объяснения. Первое, что нужно было сделать Саоджару, это помочь с продажами, так как он также был очень привлекателен для девушек. Сиро почувствовал, что пришло время перейти ко второму шагу плана. На следующий день Мэри и Генри отправились на встречу с молодым человеком по имени Ратион. Этот молодой человек уже играл с Мэри раньше, но поскольку у них обоих были свои гильдии, они редко встречались. В Рэшен есть гильдия торговцев, насчитывающая 700 членов. Поэтому он спросил Мэри, в какой помощи она нуждается. Ей нужно было купить у русских кое-какие ингредиенты, в основном для продажи продуктов питания. Русский знал об этом, поэтому попытался поднять цену, но Широ проинструктировал Мэри, что если у нее возникнут трудности, просто улыбнись и предоставь Генри позаботиться обо всем остальном. Генри знал, что Мэри вот-вот сдастся, поэтому она назвала цену пайка и сказала ему, нужно ли ему подумать об этом. Это значит, что он мог вернуться первым, потому что она собиралась встретиться еще с двумя торговыми гильдиями, чтобы обсудить предстоящий план. Русскому нужна была информация об этой коммерческой сделке, поэтому он настаивал на ответах и согласился на цену, предложенную Мэри Гилд за ингредиенты. Тем временем Минори все еще подвергалась эксплуатации. Она стала воспринимать этот мир как ужасное место. В день Великой катастрофы она не знала, что делать, кроме как сидеть, плакать и ждать, когда кто-нибудь придет и спасет ее. Но ее младший брат Талия смирился с реальностью. Талия стала ее опорой здесь, потому что маленький мальчик, казалось, был очень взволнован возможностью испытать что-то новое. Тот факт, что им ежедневно давали зелье опыта, вызвал у Таи желание попробовать сражаться с монстрами, и Минори также стала смелее благодаря своему брату. Однако они были быстро побеждены другими игроками и потеряли все. Только тогда они оба вспомнили, чему учил Широ о хранении важных вещей в банке. Когда им понадобился кто-то, на кого можно положиться, они оба встретились с лидером этой гильдии эксплуататоров. Девочка очень завидовала Сиро, потому что он мог взять весь мир в свои руки, в то время как она могла только плакать от собственной беспомощности. Поэтому она чувствовала, что не заслуживает того, чтобы Сиро спас ее. Сейчас Мэри и Генри также встретились с владельцами еще двух торговых гильдий. Один человек немного бесчувственный, у другого такой же ум, как у Сиро, но ему не хватает смелости. Сиро сказал, что им не разрешалось делиться кулинарными секретами, пока не будет достигнуто соглашение. Но они все равно одержали верх, потому что кулинарная формула была жирной приманкой, за которую все хотели ухватиться. Они имеют право публиковать какую-то информацию, а какую держать в секрете, но они не должны лгать. Генри рассказала, что ее гильдия разрабатывала масштабную стратегию, и для этого требовалась их помощь. А командующим компанией был Сиро. Услышав о Сиро, все поняли, насколько он грозен.
Так что слова Генри имели больший вес. И условия, которые им было нужно, это 5 миллионов золотых монет. Все думали, что 5 миллионов – это сумма, необходимая для выполнения миссии высокого уровня в этом дополнении. Мэри попросила их попробовать приготовить что-нибудь из ингредиентов монстров высокого уровня. Так что они знали достаточно, чтобы понять, какие ингредиенты высокого уровня необходимы для приготовления вкусной еды, и были уверены, что прибыль от этого будет немалой. После сложения и вычитания затрат ей понадобилось еще 4,5 миллиона золотых монет. Если бы их предоставила только одна торговая гильдия, баланс сил слишком сильно склонился бы в одну сторону. Поэтому она попросила встретиться со всеми тремя, чтобы разделить деньги таким образом, чтобы каждая гильдия выделила 1,5 миллиона монет. Но бесчувственный дядя был готов заплатить все, чтобы получить максимальную прибыль, что заставило две другие стороны высказаться и внести свой вклад. Тем временем братья-близнецы оба знали о предстоящем спасении Сиро, но Минори считала, что она слишком несчастна и недостойна помощи Сиро. Талия считала, что Сиро слишком удивительный и хотела стать кем-то вроде него, вместо того, чтобы всегда полагаться на него. Две старшие сестры вернулись домой и были очень уставшими. Группа Широ принесла пирожные, чтобы накормить их, и сообщила, что Широ подготовился к следующему этапу. Затем гильдии Мэри и Широ разослали приглашение крупным гильдиям по всей стране принять участие в собрании. Если бы речь шла только о Мэри, они бы, конечно, не обратили внимания. Но из-за того, что Широ тоже был вовлечен в это дело, им всем пришлось отложить свою работу, чтобы присутствовать. Затем Широ позвонил своим братьям и сестрам, чтобы сообщить им о предстоящем плане. Минори решила измениться ради своего брата и согласиться следовать за Широ. И вот встреча вот-вот должна была официально начаться. В игре гильдии обычно делятся на два типа: боевые гильдии, в которых в основном состоят люди высокого уровня, и гильдии торговли и поддержки, которые обычно составляют основную часть гильдии. Большинство. На этой встрече собрались все лидеры основных гильдий. Широ встал, чтобы начать встречу, и все до сих пор помнят его. Широ сказал, что план по объединению небольших гильдий почти провалился, потому что все были сосредоточены на собственной выгоде, так что теперь все думали, что эта встреча будет такой же, как предыдущая, но Широ прямо сказал, что это должно было улучшить ситуацию. Ситуация в этом крупнейшем городе. Однако боевая гильдия распалась, потому что они сосредоточились только на борьбе с монстрами и время от времени возвращались сюда, чтобы продать предметы. Так что им было наплевать на ситуацию. Широ предвидел, что боевые гильдии покинут собрание. Широ задавался вопросом, где же Акацуки и Сугу, но Широ дал им другое задание. Это было сделано для того, чтобы помочь детям, которых ежедневно использовали для изготовления опытных зелий, сбежать, когда это возможно. Акацуки будут ждать за дверью зала гильдии, и если с ними что-то случится и они погибнут, Сугу будет в храме богов, чтобы дождаться их воскрешения, а затем забрать их в Вставай. Так что, по сути, им нужно было просто сбежать отсюда. Возвращайся к Сиру. Он сказал, что на этом круглом столе осталось всего 11 гильдий, и он хотел пригласить их в альянс круглого стола. 4 гильдии, специализирующиеся на боевых действиях, были выбраны потому, что они были самыми сильными гильдиями. 3 гильдии, специализирующиеся на торговой деятельности, также были выбраны из-за их роста, и остальные гильдии за круглым столом представляли других игроков и более мелкие гильдии. Он был единственным, кто вносил предложение и организовывал эту конференцию, потому что в его гильдии было всего 4 человека. Так что он не имел права участвовать в ней в качестве члена. А теперь перейдем к главному вопросу. У Широ был способ улучшить общественную безопасность в этом городе. Он сразу же рассказал о том, что в последнее время некоторые гильдии используют зелье опыта. Возможно, это не нарушает правила игры, но изначально в этой игре не было ничего, что называлось бы правилами. Причина, по которой люди запретили драки в городе, заключалась только в том, что они боялись, что охранники придут мстить. Так что это рассматривалось просто как игровой механизм, а не как закон. Законы – это вещи, созданные людьми и признанные другими. Сиро привел пример города, куда они отправились спасать Сиру, в качестве примера беззакония, царящего там. Слова Сиро постепенно повлияли на людей, но этого было недостаточно для достижения консенсуса. Однако все они думали, что даже если Сиру установит законы, что он будет делать, если некоторые люди их не признают? Кроме того, что бы он сделал, если бы их крупные боевые гильдии не согласились следовать его законам? Поэтому он решил использовать меры сдерживания. Он купил залы гильдий этих гильдий, что означало, что Широ теперь стал контрольно-пропускным пунктом, если они захотят вернуться в свою гильдию. Так что ему пришлось право вносить кого угодно в свой черный список. Чтобы войти в здание гильдии или выйти из него, все они должны были пройти через это место. Здесь же находился и банк гильдии. Так что это место можно считать чрезвычайно важным. Так что Широ имел право запретить любому жителю этого города доступ к своему банковскому счету. Вот почему люди называли Широ демоном. Прозвище «темные очки» вполне подходило Широ. Братья-близнецы начали сопротивляться эксплуататорам и выбежали из гильдии.
Они встретили группу Акацуки на улице, и она сообщила Сиро, что план запущен. Другие видели, что Сиро угрожает им, но законы были приняты для сдерживания. Он купил это место благодаря 5 миллионам золотых монет, предоставленных 3 торговыми гильдиями. Они также получили рецепт торта в обмен, и с самого начала у них не было намерения противостоять Сиро. За это время близнецы, которые отстали, еще не дошли до двери и были заблокированы вымогателями. Они использовали магию, чтобы быстро высосать кровь из обеих сестер. Минори воздвигла барьер, но он продержался недолго, так что Таое пришлось вытащить сестру и быстро выбежать за дверь. Группа внутри больше не могла открыть дверь, так как Широ внес их в черный список, но лидер гильдии выскользнул и поймал Таю. Хотя он и не мог использовать магию, он мог использовать грубую силу, чтобы лишить Таю жизни. В этот момент прибыл Акацуки и сообщил Сиро, что не хватает одного человека. Поэтому он зачитал имя Сиро, чтобы добавить его в черный список. Затем его выгнали из зала гильдии, и Сугу поймал его на улице. Затем Акацуки отвел братьев и сестер в безопасное место, чтобы они могли помыться и привести себя в порядок. Теперь у Сиро был голос перед советом, поэтому он предложил два критерия, которые он хотел бы изменить в этом городе. Когда он услышал, что побег удался, он усмехнулся про себя. А рыжеволосый молодой человек из боевой гильдии разозлился, потому что продолжал смеяться и потребовал, чтобы он рассказал, о чем думает его гильдия. Через неделю после встречи весь город практически изменился и стал более оживленным, чем раньше. Возвращаясь к встрече, Широ и Мэри рассказали о методе приготовления блюд с настоящими вкусами, который заключается в непосредственном участии опытных поваров. В то же время 3 гильдии торговцев объединили усилия для создания технологии паровых двигателей, чего раньше никогда не было в игре. Это означает, что теперь они могут на перегонки изобретать что-то своими руками, вместо того, чтобы использовать устаревшие команды. Действия Широ придали бы игрокам больше мотивации и целей, к которым нужно стремиться, поскольку большинству игроков сейчас скучно от безделья. Содействие развитию дало бы людям больше возможностей зарабатывать деньги и получать удовольствие. И это принесло бы пользу не только торговым гильдиям, но и заработок денег путем победы над монстрами также сильно поощрялся бы и приносил прибыль гильдиям, ориентированным на боевые действия. Что касается правил, Широ хотел издать закон, запрещающий драки или травлю игроков низкого уровня в охотничьих угодьях вокруг города. Что касается прав человека, он хотел разрешить игрокам свободно вступать в любую гильдию или покидать ее по своему желанию. И закон о борьбе с задержаниями и травлей, который он предложил, должен быть применен и к неигровым персонажам. Потому что неигровые персонажи теперь похожи на реальных людей. Они непосредственно участвуют в жизни игроков и являются исконными обитателями этого мира. Если они будут продолжать запугивать НПК, то обязательно наступит время, когда НПК восстанут против таких же игроков, как они. Итак, 10 гильдий единогласно выступили за вступление в ассоциацию круглого стола. После этого дня лидеры гильдий встали, чтобы огласить содержание собрания и кулинарные рецепты. Кроме того, всякий раз, когда кто-то хотел войти в зал гильдии, он должен был заплатить пошлину в размере 1 золотой монеты в качестве налога. Что касается тех, кто заключал в тюрьму и вымогал деньги у игроков низкого уровня, они были заключены в зале гильдии в течение длительного времени. Поэтому они сбежали, используя команды телепортации или колоть друг друга в ответ в висок. Они распустили свою гильдию и покинули город. Спасенные дети присоединились к гильдии Мэри, так что ей пришлось переехать в дом побольше. Группа Широ переехала в новый дом, и Пайк пришел сообщить Широ, что он наймет НПК для работы. Однако в этот момент он и еще один лидер гильдии заметили, что в последнее время НПК, казалось, следили за ними и относились к ним настороженно. Несомненно, фракция НПК начала предпринимать действия, в отношении которых необходимо проявлять осторожность. Мэри и Генри позже принесли подарки, чтобы отпраздновать новоселье. Широ и Наюна, бывшие товарищ по команде, также пришли поздравить их. Это место было отремонтировано бестактным братом той крупной торговой гильдии, а до этого лидер гильдии Черных Мечей также заходил, чтобы помочь им с уборкой. Позже гости разошлись, и Широ спросил, как дела у близнецов, на что Мэри только сказала, что с ними все в порядке, прежде чем уйти. Затем Наян пошла купить ингредиенты для приготовления карри. Вся группа Сиро была явно в восторге от карри. Сиро посмотрел на двух своих друзей, испытывая благодарность за то, что они следовали за ним с самого начала и до сих пор. Позже Наян вернулась с близнецами, и оба выразили желание присоединиться к гильдии Сиро. Пока он все еще был ошеломлен, Наян напомнила ему, что он лидер, поэтому он решил возглавить эту гильдию и согласился позволить им обоим вступить в нее. После этого вся гильдия сидела под звездным небом и ела карри.
Глядя на результаты их усилий, эмоции Широ разгорались еще больше. Тем временем в королевстве неигровых персонажей, или как их называют в этом фильме землян, король этого места услышал новость о том, что авантюристы или игроки организовали конференцию за круглым столом и немедленно провел, чтобы обратить на себя внимание. В то время двое землян охотились. Они совсем не доверяли авантюристам, потому что считали, что авантюристы умеют только бессмысленно убивать. Когда они собирались подстрелить оленя, они заметили приближающееся темное облако и новую опасность. Тем временем ситуация в городе значительно изменилась. У каждого были способы вести бизнес и развиваться. Сугу и Акацуки были заняты обучением близнецов. Сиро пытался использовать свои способности для разработки способов составления контрактов и тому подобных вещей. Наян попросил его отложить работу на некоторое время, чтобы отдохнуть. Внезапно Генри позвонил Сиро, чтобы помочь разобраться с некоторыми проблемами, в частности с тем, что Мэри объявила забастовку, потому что хотела пойти поиграть, вместо того, чтобы весь день прятаться за работой. Увидев, что Мэри закатила такую истерику, все были в растерянности. Но потом Широ пришла в голову идея. Так что они организовали тренировочную поездку для игроков младше 40 уровня. Таким образом, они оба могли пойти куда-нибудь и иметь оправдание, что это была работа. После обсуждения все решили пойти вместе. Ньян, конечно же, тоже пойдет в качестве тренера. В ту ночь близнецы решили, что они должны измениться и стать сильнее, чтобы доказать Сиро, что он был прав, решив приложить усилия для спасения их обоих. Хотя это и называлось тренировкой, Мэри и Генри были взволнованы и с энтузиазмом готовились к самой интересной части. Внезапно они услышали новость о том, что к городу приближается группа людей. Когда они вышли им навстречу, эта группа представилась посланниками Альянса свободных городов, расположенного на востоке континента. И казалось, что это место изначально подходило для проведения конференции за круглым столом. Они пригласили всю конференцию посетить собрание лордов в следующем месяце. Широ знал, что в этом будут как преимущества, так и недостатки. Преимущество состояло в том, что они получат больше информации о землянах этого мира, но недостатком было то, что они могли оказаться втянутыми в политические уловки лордов. Теперь они приобретут что-то одно, но потеряют совсем другое. Но Широ не слишком беспокоился о невыгодном положении, потому что земляне по своей природе слабее игроков, так что у них все равно будет преимущество. На следующий день группа Мэри отправилась на тренировку. По пути они увидели множество достопримечательностей, которых никогда раньше не видели. Они решили отдохнуть в заброшенной школе, а вечером устроить вечеринку с барбекю. К сожалению, Широ не смог принять в ней участие, потому что ему нужно было присутствовать на собрании вместе со всей конференцией. Перед этим на собрании Стол выбрал одного человека из боевой гильдии и одного человека из торговой гильдии для участия, но им все равно нужен был еще один человек, сильный в политике и ведении переговоров. Все 10 глаз смотрели в одну сторону, так что Широ не мог убежать. Когда пришло время отправляться в путь вместе с Широ, с ним отправились брат в черной броне, в очках и бестактный старший брат с торговой стороны. Акацуки всегда следовал за Широ, и как следствие Генри тоже пошел с ним. На первый взгляд Генри сказала, что она идет учиться, но Широ прекрасно знала, что она идет из-за Акацуки. Широ знала, что люди на Земле теперь сильно изменятся. Раньше, когда люди на Земле были просто запрограммированными персонажами, игроки могли выполнять за них задания и получать награды, самой ценной из которых была эта волшебная сумка. Но теперь, когда игра изменилась, новые игроки, у которых нет волшебных сумок, больше никогда их не получат. После недолгих прогулок по городу группа Мэри тоже прибыла на пляж, который они так ждали. Все бросились прямо в море, чтобы понежиться. Тем временем группа Сиро прибыла в этот ледяной замок, который, по слухам, был создан древним племенем. Вечером состоялся праздничный ужин, на котором собрались все желающие. Все чувствовали себя под большим давлением. Акацуки чувствовал себя довольно неуютно в этом праздничном наряде, но Генри продолжал хвалить, какой он красивый. Причина, по которой Акацуки это не нравилось, заключалась в том, что в этом наряде нельзя было спрятать оружие. Лидер Альянса пришел на встречу с группой. Брат в черных доспехах смело подошел и представился как Красти. Он выглядел очень аристократично, что облегчило Широ задачу. Пока Красти беседовал с королем, Широ и Генри заметили, что большинство дворян не осмеливались приблизиться к ним, поскольку ни одна из сторон не располагала никакой информацией о другой. Обе стороны хотели получить информацию друг о друге, но также не хотели раскрывать информацию о себе. Затем король представил всем свою внучку Лестию. Что касается стороны Мэри, Сугу объявил, что на следующий день они отведут группу в подземелье для испытания.
Все были в восторге, пока не услышали, что только они будут ходить без тренеров, и это заставило всех внезапно изменить выражение лица. Тем временем группа Широ сидела и смотрела, как танцуют аристократы. Король хотел, чтобы они танцевали, так как все обращали на них внимание. Если бы они не танцевали, это сделало бы лицо Лу на конференции за круглым столом, но если бы они танцевали, танцор потерял бы лицо. Все отказались. Красти сказал, что хочет обсудить с королем еще несколько вопросов. Так что Ширу пришлось пригласить на танец, но ему повезло, что Генри пошел с ним в качестве партнера по танцам. Она знала, что Широ не умеет танцевать, поэтому она будет направлять его. У Генри был класс звукового сопровождения, так что ей просто нужно было придумать мелодию, за которой Широ мог бы следовать. Они успешно завладели всем вниманием на танцполе. Дети случайно наткнулись на Акацуки, думая, что она тоже ребенок, и пригласили ее поиграть в прятки. Так что она исчезла, оставив после себя только свою одежду. Позже Минори позвонила Сиро, которая беспокоилась о завтрашнем походе в подземелье, потому что боялась, что она станет бремя для всех, в то время как тренеры не будут участвовать в этом. Но Широ спросил, хранит ли она до сих пор тетрадь с записями того, чему он учил, потому что пока она у нее есть, она будет знать, что делать. Он хотел, чтобы она осознавала больше вещей самостоятельно, поэтому он не хотел преподавать слишком тщательно. На следующее утро группа Широ наслаждалась завтраком, и Широ поклялся отомстить им за то, что они навязали ему танцы. Акацуки подумал, что он мелочный, но он также заметил, что Акацуки казался сердитым, так что ему было к чему придраться в ответ. Вернемся к главному вопросу. Широ хотел узнать, есть ли в этой группе шеф-повар, потому что казалось, что этому дворцу понадобится больше людей для обслуживания, так как он был уверен, что благородное собрание продолжится. Весь альянс этих землян, как правило, насчитывал около 30 человек, и их 20 игроков были на одной стороне, так что земляне, безусловно, должны были бы беспокоиться о них. Цель этой встречи заключалась в том, чтобы выяснить, есть ли у игроков какие-либо амбиции или планы. Но в целом вчерашние танцы развеяли эту мысль. Широ был уверен, что земляне думают примерно так же. До Великой катастрофы землянам нужно было только заплатить игрокам, и они не поднимали бы никакого шума. Но после того дня количество игроков, выполняющих задания, уменьшилось. И теперь они создали управляющую организацию, как и раньше, и развивались очень быстро. Так что им пришлось быстро перетянуть конференцию за круглым столом на свою сторону. Очевидно, что они не захотят подчиняться, поэтому попытаются договориться и подкупить отдельных игроков или небольшие гильдии из фракций игроков. Так как же предотвратить это? И убедиться, что рассуждения Широ были правильными? Акацуки был именно тем человеком, который был нужен Широ для разведки. Тем временем тренировочная группа уже прибыла в подземелье, и Наян показала им дорогу в подземелье для начинающих и посоветовала им знать свои пределы, прежде чем вступать на промежуточный путь. После того, как сестры-близнецы разделились на команды, они отправились с девочкой по имени Сира, другой девочкой по имени Исусу и помешанным молодым человеком по имени Радди. Этот молодой человек был низкого уровня, но часто хвастливо открывал рот, и каким-то образом ему все же удалось подружиться с Таоей. Минори хотела обсудить планы, но не могла вставить ни слова, из-за чего чувствовала себя еще более неполноценной. Прежде чем войти, Наян и Сугу не забыли дать им совет и призвать стараться изо всех сил. Затем они вошли внутрь, и Руди попросили использовать магию, чтобы создать свет, который помог бы им видеть дорогу в этой темной пещере. Сира тоже могла это сделать, заставив молодого человека думать, что его свет слабее. Вот он и начал выпендриваться. Но чем больше света, тем лучше, так что молодой человек не стал этого делать. Затем они вышли на тропинку, которая расходилась в двух направлениях. Предыдущая группа уже перешла на промежуточный уровень, так что им предстояло пройти оставшимся путем. Минори хотела, чтобы Редди остался позади, так как он был магом, но он подумал, что стоя ближе, магия будет действовать быстрее. Поэтому Минори могла только утешать себя тем, что она вовремя поддержит его. Затем группа наткнулась на 3 скелета. Тавия бросился вперед, чтобы атаковать и привлечь внимание монстра, но из-за слишком интенсивной борьбы Тавия получил урон, что вынудило Миноритария усилить его броню. Однако полировка должна производиться сразу после атаки монстра, а не после, как сейчас, что неэффективно. Сирио пришлось применить исцеление, а Редди также использовал магию, чтобы справиться со всем остальным. Исусу усилил Редди, чтобы он произнес еще одно заклинание, заставив их всех почувствовать, что они действуют совершенно синхронно. Внезапно Руди случайно заблокировал стрелу, выпущенную скелетом-лучником. Таои нетерпеливо бросился вперед, но был окружен 5 внезапно появившимися скелетами. Минори хотела наложить защитное заклинание, но оказалась недостаточно проворной. Внезапно скелеты переключились на Руди, в результате чего его здоровье довольно быстро упало. У группы не было другого выбора, кроме как бежать вместе. Тем временем Красти беседовал со священником, когда заметил принцессу Ленишу, поэтому он отложил работу, чтобы спуститься вниз и встретиться с принцессой. В тот вечер Красти сообщил группе Широ, что ему больше не нужно беспокоиться о том, что его будут тащить на эти неприятные вечеринки
вечеринки благородных, потому что теперь у него есть надежный щит. Широ не понял, о каком щите говорил Красти. Что касается принцессы, то она только что рассказала своему другу о Красти. Когда он пришел, чтобы найти ее, она уже находила Красти довольно раздражающим, и каким-то образом он, казалось, мог читать все ее мысли. Красти прямо сказал, что ему не нравятся эти благородные чаепития, поэтому он решил познакомиться с ней и сопровождать ее в качестве предлога для того, чтобы избегать этих чаепитий. Горничная хотела, чтобы принцесса держалась подальше от Красти, потому что он был авантюристом, и у них не было никакой информации об этих людях. На следующее утро принцесса увидела, как Красти помогает солдатам тренироваться. Она спустилась посмотреть, и Красти сказал ей, что просто хочет побольше узнать о людях Земли. Но она прекрасно понимала, что он изучает их сильные стороны. Красти все равно знал, о чем она думает, поэтому он намеренно говорил громко, чтобы привлечь внимание солдат. Он хотел предложить устроить дуэль, и самый сильный из них будет сопровождать принцессу. Все, кто услышал это, пришли в восторг. Широ проходил мимо и понял, о чем говорил Ща. И Д. Красти. Акацуки во время расследования дела дворян был обнаружен какими-то детьми, и ему пришлось спрятаться, чтобы избежать препятствий. Широ в это время также испытывал проблемы на своей собственной конференции, потому что у всех было очень высокое самомнение, и они отказывались следовать чужому мнению. Минори позвонила, чтобы попросить совета, но в данный момент он был очень занят. Что касается Красти, то он победил всех солдат, и принцесса почти не удивилась. Затем Красти вышел вместе с принцессой и решил прилечь на скамейку отдохнуть. Он хотел, чтобы принцесса тоже попробовала полежать на столе. Он дал ей понять, что искатели приключений были абсолютно свободны, и чтобы обрести эту свободу, им всем нужно было проявить решимость. Тем временем молодая группа много раз сражалась взад и вперед, но так и не смогла победить. Они всегда проигрывали, даже несмотря на то, что монстры были явно более низкого уровня. Руди винил во всем людей на задней линии. Минори хотела что-то сказать, но не могла вставить ни слова. Тренеры на улице все еще веселились. Сугуха не беспокоилась о том, что дети могут попасть в беду. Потому что если бы дети воскресли в городе, Сугуха отвезла бы за ними птицы мастера. А потом они поймали крабов и сварили их. Но Наян любила есть только маленьких крабов, потому что большие были довольно пресными. Внезапно Мэри увидела вдалеке волну, и она быстро исчезла. Тем временем этот бесчувственный брат вел переговоры с благородным человеком. Они оценили, что искатели приключений нашли способы переработки продуктов питания, благодаря которым территории становились все более богатыми. Но из-за монстров возникла проблема с транспортом. Он думал, что им нужны авантюристы, чтобы уничтожать монстров, но дворянину нужна была технология морского транспорта. Красти в это время был на балу с принцессой. Красти разговаривал только с принцессой. Внезапно к Красти подошли две юные леди, чтобы поговорить с ними. Он вывел их обеих и принцессу на улицу. Обе они хвалили Красти, в то время как он лишь смиренно принимал их слова. Принцесса продолжала смотреть на него с беспокойством, но неохотно согласилась с его словами, чтобы заставить этих двух юных леди уйти пораньше. Когда они обе ушли, Красти дал принцессе понять, что он остается рядом с ней, потому что у него есть младшая сестра, и она очень похожа на него. Это сестра, и он пошел с ней, чтобы снять усталость со своего сердца. Она неохотно согласилась отпустить его с собой и протянула руку Красти, думая, что он поцелует ее, но вместо этого он пожал ее обычным рукопожатием. Широ пришел к Акацуки, чтобы узнать о результатах расследования. Было известно, что хотя дворяне по-прежнему относились к ним настороженно, большинство дворян были настроены к ним враждебно лишь наполовину, в то время как другая половина все еще хотела привлечь их на свою сторону. Неожиданно к нам подошел маг, который представился как Риган. Риган пригласил их обоих в свою личную библиотеку, чтобы развлечь гостей. Риган знала о волшебной сумке и о том, как ее достать. Тем временем юные искатели приключений планировали снова проникнуть в подземелье, но Сааджиру запретил им это, потому что они должны знать, что нужно соблюдать правила. За это время Риган рассказала Сиро о своих исследованиях по использованию магии мирового класса. Существуют разные уровни магии, и магия мирового класса является самой мощной, способной изменить целую цивилизацию. В прошлом в мире было много разных рас, но сильные в военном отношении расы были слабы в воспроизводстве, поэтому они постепенно были подавлены уникальной расой людей. Они разозлились и призвали до 6 мстительных богинь. Именно тогда впервые была использована мировая магия. Хотя богини вскоре были подавлены людьми, им удалось нанести вред человечеству, заставив гоблинов и монстров размножаться. Монстры, обладающие механизмом возрождения, не могли быть полностью уничтожены, независимо от того, как сильно с ними боролись. Затем мировая магия снова активизировалась и привела искателей приключений в этот мир более 200 лет назад. Имя Сира было на слуху почти 100 лет.
Сиро осознал, что время в игре течет в 12 раз быстрее, чем в реальной жизни. Таким образом, почти 100 лет совпали с 8 годами, прошедшими с тех пор, как он впервые начал играть в эту игру. Событие, которое привело искателей приключений в этот мир, произошло 20 лет назад, когда игра официально открылась. Широ тогда захотел продолжить расследование, потому что, по словам Реганы, люди и игроки в этом мире обладали энергией, называемой душой. Душа напрямую влияет на воспоминания игрока. Так что каждый раз, когда они умирали и воскрешались, игрок забывал определенное количество воспоминаний. Тем временем молодая группа решила еще раз войти в подземелье. Но внезапно Минори кое-что поняла, и Таоя тоже смутно осознал это. Минори, все еще напуганная, ударила себя по лицу, чтобы набраться храбрости, и встала, чтобы заговорить. Маленькая девочка хотела, чтобы они попробовали подождать до полудня, прежде чем войти, и посмотреть, что произойдет. Минори назвала причину, по которой она хотела, чтобы группа использовала сегодняшний день для знакомства друг с другом. Хотя они были вместе уже 3 дня, она ничего о них не знала. Руди должен был начать с первого места. Техника, которую он использовал, заключалась в создании магического шара с чрезвычайно высоким уроном, что также было его самым сильным и эффективным приемом. Затем Таоя рассказал, что у него есть навык провоцировать врагов, но радиус действия был очень мал. Поэтому Таоя хотел, чтобы Редди подождал, пока он соберет как можно больше врагов в одну сторону, прежде чем начать атаку. И Сузу также рассказала им о навыке уменьшения урона, который она только что изучила. Тогда Руди пришлось признать, что он был слишком глуп. Так что весь день группа подробно представлялась друг другу. На следующий день они снова вошли в подземелье, а затем работали вместе в соответствии с планом. Талия должна была выбежать первой, чтобы привлечь внимание врагов. Когда враги будут привлечены, появятся и Сузу, и Редди, чтобы атаковать. Сарара должна оставаться в безопасном уголке, чтобы наблюдать за временем появления исцеляющих бафов. Минори должна наблюдать за окрестностями, чтобы следить за всеми. Когда они убедились, что врагов больше нет, Таоя применил свой навык провокации ко всем врагам, чтобы Редди мог начать атаку. И Сузу использовала свой навык, чтобы уменьшить урон монстра и облегчить задачу Таоя. Что касается Редди, то он прикончил монстров всего 2 магическими и ледяными движениями. Группа официально победила, когда больше не увидела врагов, так что все были счастливы, потому что им это удалось. Минори лучше поняла совет Сиро, который заключался в том, что хотя беседа была простой, она была чрезвычайно эффективной. За это время Генри заметил, что Сиро в последнее время работал без остановки, поэтому выглядел очень уставшим. Она хотела, чтобы он немного отдохнул, но сейчас он думал о том, что услышал от Реган. Действительно, они все еще не до конца понимали этот мир, и не заставят ли их слишком частые смерти забыть о реальном мире. Внезапно позвонила Минори. По голосу девочки Сиро понял, что дети стали лучше понимать друг друга и преодолевать свои проблемы. Услышав, как девочка рассказывает обо всех членах команды, Сиро усмехнулся. Потому что то, через что эти дети прошли вместе с другими, может показаться нормальным, но им пришлось пройти через многое, чтобы достичь этой гармонии. Широ теперь решил двигаться вперед в счастливом настроении, как Минори. Исусу позже поделилась с 2 сестрами, что почувствовала легкое влечение к Редди. В тот вечер Исусу села поговорить с Редди, а потом поняла, что причина ее влечения заключалась в том, что Редди был очень похож на щенка. Он нравился ей совсем не так, как нравились бы нормальные мальчик и девочка. Исусу хотела добавить Редди в свой список друзей, чтобы у них была возможность встретиться снова в будущем. Но внезапно она не смогла этого сделать. На следующее утро молодой лидер подростков под руководством Мэри Сарью быстро побежал на пляж, потому что услышал новости о нападениях монстров. Монстры, нападающие на людей Мэри на пляже, хотя и низкого уровня, появились в большом количестве. Сарью оказал поддержку, чтобы Мэри могла временно отступить и подготовиться. Сорью и его группа постепенно были окружены большим количеством рыбы, но Сугу не смог прийти на помощь в это время, потому что им пришлось сражаться с ордой гоблинов. Наян, патрулируя в воздухе, обнаружил, что их приближается еще больше. В ледяном замке Сиро увидел, как кто-то пришел доложить королю о гоблинах. Наян сообщила, что к ним приближаются еще 1000 гоблинов, а с группой Мэри почему-то не удалось связаться. Но группа юных искателей приключений вернулась и объединила свои силы с Сугу и Наяном. Обе стороны связались как со стороной Мэри, так и со стороной Сиро, чтобы сообщить новости. Так что Сиро созвал конференцию за круглым столом, чтобы встретиться с представителями других стран. Он сообщил, что в настоящее время по всему континенту многие места подвергаются нападениям монстров, особенно гоблинов. На побережье их также насчитывалось несколько сотен. В лесу были гоблины из племени рейдеров, насчитывавшие до 10 человек, и, похоже, причиной этого было возвращение король гоблинов.
Каждые 2 года новый король гоблинов вступал во владение. В прошлом игроки рассматривали это как событие, и им нужно было только победить нового короля гоблинов, прежде чем он официально взойдет на трон. В прошлом это было обычным событием, но после Великой катастрофы игроки почти не обращали на это внимания. Так что это возвращение короля гоблинов можно рассматривать как более сильное событие, чем раньше. И когда король гоблинов взойдет на трон, возникает вопрос, насколько сильными будут 6 объединенных племен гоблинов. В прошлом у них был рыцарский орден, который помогал им в борьбе, но теперь никто не знает, где находится рыцарский орден. Группа Мэри и группа Сугу теперь собрались вместе. Мэри была очень рада видеть, что все в безопасности. Затем она пошла переодеться в боевую форму, а Наян обнаружила группу гоблинов на той горе. После того, как Наян достал карту, он заметил, что гоблины направляются к городу, расположенному рядом с пляжем. В этом месте не было стен, так что оно наверняка будет стерто с лица земли за одну ночь. Но эта группа гоблинов была всего лишь группой среднего размера, выделенной для мародерства, так что они все еще могли перехватить их. Группа Минори тоже хотела пойти и помочь всем. И Сузу думала, что они все еще слабы, но они не могли просто бросить жителей деревни, потому что они были слабы. Минори попросила, чтобы группе Сугу разрешили пойти с ними и помочь. Широ в это время привел людей, чтобы поддержать Широ, в то время как Широ теперь сообщил всем о цене смерти в этом мире, в частности о том, что они потеряют часть своей памяти. Но насколько сильно и примерно какие воспоминания, он не знал. Красти сообщил им, что он умирал несколько раз до этого, и, похоже, утраченные воспоминания касались старого мира. Можно сказать, что утраченные воспоминания не вызывали особого беспокойства, но если они хотели избежать этого, им просто нужно было не умирать. Но также не стоит так бояться смерти, чтобы не решаться на рискованные поступки. Мэри не одобрила участие группы Минори, но они все равно хотели пойти. Поэтому они попросились в патруль. Однако, хотя они и сказали, что идут в патруль, они были бы готовы броситься спасать людей, если бы могли. Однако они опоздали, потому что деревня рядом с городом уже была разрушена гоблинами. Тахья обнаружил, что гоблины уничтожают куклу, принадлежащую маленькой девочке, которую они встретили на дороге, что разозлило его, и он бросился сражаться. Они решили броситься спасать людей без всякой причины. Они не могли бесстыдно сбежать и покинуть город. У Минори был план, они не стали бы сосредотачиваться на спасении этого города, а использовали бы другой метод. Группа Сугу нашла их и поверила, что Минори свободна делать все, что ей заблагорассудится. Они не стали бы ее останавливать, но выслушали бы ее план. Минори предложила нанести упреждающий удар по гоблинам до того, как они доберутся до города. Затем Сугу доложил обо всем Мэри. Мэри не одобрила то, что дети отправились сражаться с монстрами. Но Сугу подумал, что если они нападут на первое число, гоблины не смогут напасть на город, и им не придется защищать мирных жителей. В то же время, будучи застигнутыми врасплох, гоблины не смогут среагировать, и он будет хорошо заботиться о мирных жителях. Дети, так что беспокоиться ни о чем. Команда Широ услышала отчет о плане и поняла, что им тоже придется что-то предпринять, и они не могли просто сидеть сложа руки вечно. Министры все еще не могли прийти к единому мнению. Некоторые подозревали, что это был заговор авантюристов, но тот, у кого есть свое мнение, должен высказаться, потому что в этом зале заседаний авантюристов не было. Их единственной надеждой был рыцарский орден, но по какой-то причине рыцарский орден бесследно исчез. Их гарнизонная крепость была оставлена без каких-либо признаков сражения. Министры рассматривали возможность пожертвовать крепостью, чтобы сосредоточить всех гоблинов в одном месте, а затем устроить им там засаду. Однако лорд, на чью территорию напали орды гоблинов, стал возражать, потому что не хотел жертвовать своей собственной территорией. Группа юных искателей приключений только что столкнулась с несколькими гоблинами. Как только они бросились в атаку, Сара связала их и позволила Редди и Талии разобраться с ними. Выбежали еще двое, но Редди использовал магию, усиленную Исусу, чтобы прикончить их. Вся группа по-прежнему очень хорошо координировала свои действия. У Шира теперь была стратегия. Он знал, что знать наверняка обратится к ним за помощью. Но они не должны помогать слишком легко. Поэтому он распределил между ними несколько ролей. Принцесса только что услышала, как некоторые министры обсуждали возможность попросить помощи у авантюристов. Но это означало, что они будут в долгу перед этими авантюристами, и им нужно было избегать раскрытия своих слабостей. И они также не хотели раскрывать, что ночной орден исчез. Затем принцесса отправилась на встречу с Красти. Он подумал, что в это время она должна спать. Но несмотря на то, что ее считали ленивой, у нее все равно бывали моменты беспокойства. Группа юных искателей приключений сейчас готовилась к следующей волне. Руди был в восторге от новых доспехов, которые они получили во время недавнего путешествия в подземелье. Они только увеличили силу магов, так что вся группа отдала их Руди.
Это был результат, которого они достигли вместе, так что Руди очень дорожил этим. Трое представителей круглого стола были приглашены на встречу с лордами. Сиро знал, что противная сторона ждала, когда они выступят первыми. Поэтому Сиро встал и прямо спросил, где сейчас находится рыцарский орден. Они хотели сохранить это в тайне, поэтому они были уклончивы и хотели попросить этих авантюристов помочь разрешить ситуацию. Лорд, территория которого подверглась нападению, заговорил, сказав, что сила авантюристов была дана богами, поэтому они несли ответственность за защиту этого континента. Брат торговца Митчай был возмущен и сильно ударил кулаком по столу, сказав, что они не обязаны помогать этому альянсу, когда они еще не были ее членами. Другие лорды не собирались заставлять их вводить войска. Но они наверняка думали, что авантюристы не будут просто стоять в стороне и наблюдать, как континент находится в опасности, не предпринимая никаких действий. Но Мичи утверждала, что они не были животными, которыми повелители могли бы командовать. Действительно, они могли быть бессмертными, но отправляясь в путешествие, они рисковали потерять память. Чрезмерная реакция Мичи привела к тому, что Красти не знал, что делать. Но принцесса уже вошла в дом и пришла на встречу с Красти, чтобы попросить разрешения поехать в их город. Она хотела призвать добровольческую армию, а взамен рассказать им о пропавшем рыцарском ордене. Лорды были недовольны ее поступком, но король не обратил на это внимания и хотел, чтобы она продолжала говорить. Принцесса признала, что земляне были намного слабее авантюристов, но они не имели права пользоваться своей слабостью, чтобы использовать авантюристов как инструменты. Она знала, что авантюристы – свободные люди, поэтому она пошла звать тех, кто хотел ей помочь. Принцесса тогда совсем выбилась из сил, и ее поддержал Красти. Сиро решил передать командование Красти, чтобы она приняла решение. Затем Красти забрал принцессу обратно в город. Широ заметил, что принцесса действительно сделала то, чего не мог сделать никто другой, и казалось, что ситуация там действительно изменится благодаря этой застенчивой принцессе. Позже принцесса была ошеломлена суетой этого места. Красти пришлось вернуться в гильдию на некоторое время, так что Сиро и Акацуки должны были сопровождать ее. Она не знала, с чего начать, поэтому Сиро проводил ее. Михаю в замке было скучно, и он не знал, что делать. Он увидел, как прибыл Санджиру, и сразу же был окружен девочками. Подчиненные Санджиру смотрели на это с разочарованием, но должны были сдерживать себя, потому что это была работа. Широ повел принцессу осматривать город, а затем привел ее на встречу с рационом. Ему нужен был рацион, чтобы подобрать принцессе красивый наряд валькирии. Дети побежали пригласить принцессу поесть бургеров. Все были в восторге, потому что она была в точности похожа на принцессу в их воображении. Затем Сиро вернулась с нарядом и попросила Акацуки помочь принцессе переодеться. После этого Сиро привел принцессу, чтобы она познакомилась со всеми. Сиро собрал их и объявил, что альянс принцессы находится под угрозой, и они, конечно же, легко справятся с гоблинами. Но проблема заключалась в том, что они не получат от этого никакой награды. Так что если кто-то не захочет участвовать, он может остаться дома и отказаться от этого союза. Но он все равно хотел, чтобы принцесса убедила его сама. Принцесса в наряде валькирии выглядела невероятно красивой. Она представилась и призналась, что ее страна в опасности. Ночной орден исчез. Она извинилась за то, что ее адвокат намеревался заставить их сражаться только потому, что они бессмертны. Это место также было слишком процветающим, поэтому она не знала, что предложить им в качестве компенсации. Она призналась, что была ленивой и застенчивой и ничем не отличалась от передвижной вазы для цветов. Но как принцесса она все равно обязана была встать на защиту своей родины. Все почувствовали искренность принцессы, поэтому они подбадривали друг друга и решили помочь ей. Они ждали больших событий, подобных этому, чтобы было чем заняться. Так что Красти решил стать командующим этой операцией, а Широ – начальником штаба. Они должны были подготовиться за 15 минут, так что всем нужно быть готовыми. На следующее утро Широ хотел, чтобы они быстро победили гоблинов, потому что никто не знал, куда гоблины нацелятся после уничтожения этого альянса. Паровой корабль, который гильдия торговцев собиралась достроить, пришлось использовать преждевременно. Красти должен был доставить людей на корабле вперед, в то время как Сиро должен был привести людей разбить лагерь в определенном районе, чтобы они могли выступить в качестве подкрепления. Он доложил Митчу, чтобы тот проследил за поведением лордов на другой стороне. Генри пришел сообщить, что король хочет встретиться с Митчем. Король первый сообщил, что лорд разделился из-за действий принцессы, отчасти потому, что они думали, что он тайно сотрудничает с авантюристами. Но сейчас больше всего его беспокоила безопасность территории.
Король извинился за грубое поведение лордов и их прошлые попытки манипулировать авантюристами. Теперь он понял, что авантюристы обладают силой, равной силе всего его альянса. Поэтому он захотел заключить с ними мирный договор. Но Генри и Митч не захотели принимать решение по этому вопросу и оставили его на усмотрение Сиру, когда он вернется. Принцесса сейчас находилась на корабле, беспокоясь о том, что она устроила хаос, поставила в неловкое положение своего отца и сбежала. Красти знала, что она хотела загладить свою вину, но хотя она знала, что совершила постыдный поступок, она не сожалела об этом, потому что молила их о силе. Она была обязана пойти и бороться вместе с ними. С тех пор, как она покинула Альянс, для нее появилось так много нового, что она считала себя птицей в клетке. У нее не было ни политических способностей, ни какой-либо военной ценности. Она знала, что ее собственная ценность почти ничтожна, но все равно хотела защитить свободу искателей приключений. Красти собирался что-то сказать, когда его подчиненный позвонил ему, чтобы он подготовился, поэтому ему пришлось отложить встречу с принцессой. Тем временем группа Мэри объединилась с командой Сугу. Они успешно защитили город, и Мэри все еще была очень удивлена тем, что земляне выглядели точь-в-точь как люди. Именно Сира заметил это и напомнил им об этом. В это время Красти встал, чтобы рассказать о своем плане всем желающим. Его подчиненный сообщил принцессе, что Красти был одним из 20 самых талантливых командиров среди авантюристов. Они также выделят людей для защиты принцессы, так что, пожалуйста, не делайте глупостей. Группа Мэри сейчас обсуждала, с какой стороны Красти вступит в бой с гоблинами. Успех или неудача Красти повлияет на безопасность этого места. Внезапно Минори обратилась к Сире с просьбой об одолжении. В ту ночь Красти столкнулся лицом к лицу с большой ордой гоблинов. Маги применили целую волну заклинаний, чтобы уменьшить их численность, прежде чем позволить Красти возглавить атаку. Каждому гоблину требовалось нанести всего один удар, чтобы покончить с собой. С помощью техники Красти также удалось уничтожить большое количество врагов. Также появились два крупных монстра с довольно высоким уровнем, но Красти быстро уклонился от их атак и отразил их всего одним ударом. Принцесса заметила, что Красти сражался в приподнятом настроении, но все равно казался немного одиноким. Команда материально-технического обеспечения Сиро сейчас наблюдала за ситуацией и руководила подразделениями. Эта команда материально-технического обеспечения Сиро помогала небольшим подразделениям общаться друг с другом посредством телепатической связи, что облегчало ведение боевых действий и понимание друг друга. Поскольку ситуация развивалась успешно, Сиро хотел обратить внимание и на Мэри. Если силы Красти прогонят гоблинов, они наверняка рассеются и нападут на маленькие деревни, поэтому им нужно было собрать гоблинов в одном месте. Силы Мэри в настоящее время дислоцировались в городе у моря, поэтому им также нужно было быть бдительными на случай, если рыбы-монстры хлынут в город. И прошли через Мэри, чтобы прорвать окружение, которое они создали, чтобы блокировать гоблинов. Чиро еще не мог выйти на поле боя, так как не полностью контролировал ситуацию в целом. Со стороны Мэри близнецы были в дозоре, когда обнаружили приближающуюся волну. Группа Мэри быстро прибежала туда и обнаружила группу монстров, приближающихся вместе с ней. Мэри не хотела, чтобы дети дрались, но все просили у нее разрешения подраться. Сугу также посоветовал Мэри передумать. О ситуации на стороне Мэри было заранее доложено Сиро. Тренеры еще не могли вступить в бой, и им пришлось подождать, пока они полностью восстановят свои силы. Наян наблюдал за тем, как сражается молодая группа, и увидел, что все стали лучше. Таоя стала сильнее, Сиро больше не был скован восстановлением и мог позвать на помощь, чтобы помочь бороться. Исусу и Редди очень хорошо координировали свои действия, применяя техники, которые, хотя и потребляли мало ресурсов, приносили наибольшую эффективность. Риди был настоящим мобильным факелом, в то время как Минори стояла сзади, наблюдая и распределяя тактику для всей команды. Было видно, что девочка сражалась как второй Широ. Широ была из тех, кто мог предвидеть боевую ситуацию на 30 секунд вперед с погрешностью всего в 1%. Было видно, что Минори гонялась за тенью Широ, и они задавались вопросом, на сколько секунд вперед девочка могла предсказать ситуацию. Внезапно сигнализация, которую они установили позади, сообщила, что гоблины вернулись. Поэтому вся группа бросилась туда, оставив тренеров заканчивать здесь. Сугу знал, что они идут на риск, но Минори хотела, чтобы они доверяли этой молодой группе. Затем группа увидела, что гоблинов было довольно много, но им просто нужно было собрать их вместе. Руди использовал молнию, чтобы привлечь их внимание, и Сузу наложила замедляющее заклинание, и вся группа применила к ним все возможные техники. Когда они выполнили задание, Минори показала, что может предсказывать на 5 секунд вперед с 5% погрешностью. На данный момент она еще не может быть такой, как Сиро, но все равно будет стараться изо всех сил. В другом месте была еще одна тревога, так что группе пришлось продолжить движение. Широ сказал Мэри, чтобы она продержалась еще час, пока не прибудет подкрепление. У группы Минори почти не осталось сил, и они не знали, как долго им еще придется терпеть.
Когда они услышали, что скоро прибудет подкрепление, они продолжали верить, что им просто нужно продержаться еще немного. Внезапно начался дождь, и гоблины вместе со стаей волков пришли снова. С гоблинами можно было справиться, но с волками все было по-другому. Они были быстрее и опаснее, что вынудило Минори использовать свою самую совершенную технику с однодневным восстановлением, чтобы защитить своего младшего брата. Против двух волков и гоблина высокого уровня, нацелившегося на Таою, они наверняка проиграли бы. Минори сказала Таое задержать гоблина высокого уровня и одного волка, предоставив краснокожей парочке быстро разобраться с оставшимся. Сира ранее советовал маленькой девочке, что при столкновении с многочисленными и грозными врагами им следует отдавать приоритет уничтожению более слабых в первую очередь, чтобы ограничить урон, который они могут нанести. Однако, прежде чем они успели что-либо предпринять, Талия стала первой мишенью. Сара попыталась исцелиться, чтобы выиграть время, но потребовалось еще 8 секунд, чтобы навык создания брони Минори остыл. Она знала, что одной брони будет недостаточно, чтобы выдержать весь этот урон. Поэтому Руди решил броситься вперед и схватить волка, чтобы утащить его прочь. После того, как он заманил двух волков подальше, Руди засунул руку в пасть волка и взорвал свой ручной доспех. Затем группа бросилась к нему, чтобы проверить и попытаться воскресить Руди, но он не просыпался. Исузу пришлось открыть правду о том, что Руди был человеком Земли. Она узнала об этом, когда пыталась подружиться с Исузу, и пообещала сохранить это в тайне для Редди. Он всегда пытался скрыть это от них, потому что хотел стать искателем приключений. У Киры внезапно возникла идея попробовать использовать магию исцеления, и каким-то образом Руди отреагировал, хотя и очень слабо, но это дало им надежду. В этот момент Минори обратилась за помощью к Сиро. До сих пор Минори никогда по-настоящему ни о чем его не просила, в основном просто искала у него совета, но сейчас она впервые обратилась к нему за помощью, чтобы спасти своего друга-землянина. Широ пришлось позвонить Рошану, чтобы он взял на себя его обязанности на некоторое время, чтобы он мог заняться этим вопросом. Затем он вызвал укротителя птиц и начал звонить Минори, чтобы узнать о ситуации. Услышав об этом и узнав, где они находятся, он попросил Минори продолжать сообщать ему о ситуации. Он проинструктировал Таою следить за окрестностями в поисках монстров, в то время как Сира и Исусу должны по очереди использовать заклинания воскрешения и восстановления каждые 2 минуты. Этот метод был предложен им, чтобы предотвратить распад души Редди после смерти, потому что если бы она рассеялась, спасти его было бы невозможно. По словам Риган, все еще существовал способ спасти землян, если бы они действовали быстро сразу после смерти землянина и до того, как тело начнет разлагаться. Широ вспомнил слова Риган о магии мирового уровня, поэтому он попросил Акацуки подержать бразды правления зрения за него на мгновение. Затем принцессу подвели к Красти, которая принимала ванну. Он спросил ее, как она нашла поле битвы, и оказалось, что теперь за ней следит довольно много поклонников. Кто-то сообщил, что появилась новая волна монстров, так что у Красти, похоже, появилось больше энтузиазма сражаться. Широ уже выполнил свой план и услышал, что пароход вот-вот причалит к берегу, чтобы поддержать группу Мэри. Затем он высадился на берег и позволил Акацуки оседлать укротителя птиц, чтобы оцепить этот район. Широ подбежал, чтобы оценить ситуацию, и проинструктировал детей никому не рассказывать о том, что он собирается сделать, предупредив, что если они не сдержат свое слово, он бросит Руди. Затем он использовал магию, чтобы вытянуть энергию из всей группы и передать ее Руди. Потому что для спасения человека необходимо восстановить как кровь, так и энергию. Теперь, когда с энергией разобрались, им просто нужно было использовать магию исцеления. Но чтобы соединить энергию и кровь, Широ пришлось использовать другой предмет, который позволил Редди вернуться к жизни всего на 3 минуты. Редди смог проснуться и понял, что умер. Он хотел, чтобы все не винили себя, потому что жертвовать собой в бою было обычным делом. Но Широ возражал против этого, говоря, что такая легкая сдача делает Редди недостойным называться авантюристом. Однако у него был способ изменить это. Он заключил контракт с Редди, чтобы тот официально стал искателем приключений. Это было похоже на соглашение, согласно которому Редди официально вступал в его гильдию и выполнял все условия и порученные миссии. В свою очередь, Руди официально становился свободным человеком. Руди принял контракт, но не смог удержать булавку для подписи, поэтому Исусу помог ему подписать. Когда контракт был подписан, 3 минуты жизни Руди истекли, и он мог воскреснуть в храме богов, потому что теперь он был искателем приключений. Это была магия, изменяющая правила игры в мире, которую изобрел Широ, превращая людей Земли в искателей приключений. Тем временем группа Красти столкнулась со стаей гоблинов-наездников на волках, и в этой стае был король гоблинов, которого им нужно было уничтожить. Группа Красти уничтожала их одного за другим и даже вызвала Феникса на помощь. Наконец, Красти справился с главным блюдом, королем гоблинов. С остальным придется разбираться Широ. Мэри и Сугу теперь могут отдохнуть после трудного периода борьбы. Они оба очень хорошо справились со своей работой. Что касается Сиро, то теперь он кое-что понял.
Раньше он видел в искателях приключений таких же игроков, как и он сам. Но теперь он видит в них товарищей, которые отправятся вместе с ним навстречу новым впечатлениям. На следующее утро Руди проснулся в храме и снова встретил Исузу. Она отчитала Руди за то, что он был безрассуден и не слушал ее. Руди пообещал с этого момента прислушиваться ко всему, что она скажет, так что ей следует перестать бить его. После этого прошел месяц, и конференция «Круглый стол» и Альянс свободных городов устроили праздничную вечеринку. На вечеринке Красти болтал со всеми и время от времени поглядывал на принцессу, заставляя людей думать, что у них наверняка есть чувства друг к другу. Сарью не понимал, почему они до сих пор не разобрались с гоблинами, а настоящий король гоблинов все еще жив и прячется в пещере. For being reckless and not listening. Пообещал с этого момента прислушиваться ко всему, что она скажет, так что ей следует перестать бить его. После этого прошел месяц, и конференция «Круглый стол» и Альянс свободных городов устроили праздничную вечеринку. На вечеринке Красти болтал со всеми и время от времени поглядывал на принцессу, заставляя людей думать, что у них наверняка есть чувства друг к другу. Сарью не понимал, почему они до сих пор не разобрались с гоблинами, а настоящий король гоблинов все еще жив и прячется в пещере. Ньян думал, что им не нужно этого делать, потому что теперь обе стороны подписали торговое соглашение и что земляне также выпустили приказ об убийстве гоблинов. Задание для искателей приключений. Значит, пока король гоблинов был жив, гоблины оставались источником дохода для искателей приключений. Этот план был разработан Сиро заранее. Исусу в это время также попросил разрешения вступить в гильдию Сиро. Генри отправился на поиски Сиро, но нигде не смог его найти, так как он был главным стратегом и должен был присутствовать на этой вечеринке. Затем она отправилась на его поиски. Тем временем Широ сидел с Акацуки за работой, когда услышал голос Генри, поэтому он оставил Акацуки там и ускользнул. Как только он ушел, он услышал новости о фестивале демонов. Так что он пошел вперед. Искатели приключений в это время хвастались своими достижениями, в то время как Ньян и Сугу знали, что тот факт, что смерть означает потерю памяти, был известен не всем, а только ключевым членам круглого стола. В это время Сиро проходил мимо девочки, рассказывавшей истории детям, и случайно услышал эту историю. Девочка рассказывала о храбрых воинах, которые были сильнее рыцарей и обладали способностью быть бессмертными. Они помогли людям Земли сразиться со многими могущественными монстрами и уничтожить их. Широ просто подумал, что она говорит об искателях приключений, поэтому он продолжил. Внезапно девочка рассказала об искателе приключений, который умер, потому что этот человек на самом деле был одним из землян. У магов не было возможности оживить этого человека, поэтому они обратились за помощью к Верховному магу. Верховный маг создал заклинание мирового класса, чтобы оживить этого человека как героя, подобного им. Широ понял, что история была о том, как он спас Редди, поэтому он остановился. Потом эта девочка ушла, и Широ пришлось пойти к Рагану, чтобы спросить об этом. Риган знала, что месяц назад Широ использовал магию мирового класса, и Широ также думал, что именно благодаря Риган он узнал об этом. Риган сообщила ему, что несколько дней назад он почувствовал, что кто-то на Западе тоже использовал магию мирового класса. Широ понял, что единственным местом на Западе, где он не проверил ситуацию, был регион Минами. Из его расследования выяснилось, что там проводилось мероприятие под названием «Фестиваль демонов», о котором он слышал. Этим местом управляла гильдия, и Широ сказал, что фестиваль демонов был похож на мероприятие «Король гоблинов», событие, которое происходило волнами. И, конечно же, в нем участвовал рыцарский орден в этом. Затем он ушел, но Генри обнаружил его и утащил прочь. Тем временем на вечеринке заиграла музыка, но никто не осмелился начать танец. Итак, Красти отправился пригласить принцессу на танец. Пока принцесса танцевала, она вспомнила, что ее дедушка сказал ей, что просить помощи у искателей приключений – это ее идея, поэтому она будет отвечать за их вознаграждение. Ее дедушка предложил основать посольство в городе приключений, и она будет послом, ответственным за поддержание дружбы между двумя сторонами. Красти знал, о чем она думает, поэтому он сказал ей, что когда она доберется туда, то сможет осуществить свою ленивую мечту, не беспокоясь об этикете. Ей понравилась эта идея, но все же она хотела быть осторожной, потому что Красти был дьяволом, который мог читать ее мысли. В это время Кира тоже хотела быть с Наян, но маленькая девочка была очень разочарована тем, что не могла присоединиться к гильдии Широ, все еще оставаясь членом гильдии Мэри. Наян пришлось пригласить маленькую девочку на танец. Минори уже собиралась отправиться на поиски Сиро, когда услышала, как какие-то люди обливают его грязью. Они думали, что Сиро вынудил принцессу отправиться на поле боя и другие выдумки. Сиро не понравилось присутствовать на вечеринке, поэтому он пошел внутрь вместе с Акацуки. Он заметил, что Акацуки казалась задумчивой, и она сказала, что ничего не смогла сделать на поле боя. Но он сказал, что она постоянно была рядом с ним, поддерживая его, и это ему очень помогло. Видя, что она все еще колеблется,
конце, он предложил пригласить ее на танец, так как недавно видел, как она занималась танцами. Оба они были довольно неловкими в танцах, так что они могли не беспокоиться о том, что над ними будут смеяться. Несколько дней спустя принцесса прибыла в город искателей приключений. Что касается того факта, что смерть означала потерю памяти, Сиро сообщил об этом только как о слухе. Кто-то поверил в это, а кто-то нет, так что это не вызвало такого хаоса. С приближением осени Мэри пришла в голову идея организовать фестиваль, и она заверила всех, что у нее есть план на этот счет. Вскоре после этого фестиваль был одобрен, и все начали работать над ним. Многие люди даже изготавливали модели принцессы для продажи. Мэри приготовила множество украшений, и ее гильдия также намеревалась изготовить зимние вещи для продажи. Минори планировала пригласить Сиро на предстоящий фестиваль. Сиро был занят работой, когда Генри пришел навестить его. Она пришла посмотреть, как он работает, потому что слышала, что он несколько дней не выходил из дома. Она посоветовала ему сходить на фестиваль с друзьями, отчасти потому, что он был участником конференции за круглым столом. Он сказал, что постарается организовать свою работу. Так что Генри ушел 1 числа. Затем появился Акацуки, который принес Широ пирожные с красной фасолью и попросил его немного отдохнуть. Они оба вышли на улицу, чтобы поесть пирожных, и Широ почувствовал, что прошло много времени с тех пор, как у него было время расслабиться. Акацуки хотел пригласить его на фестиваль, но прежде чем она успела заговорить, Минори пришла, чтобы пригласить его первого. Акацуки в итоге соревновались с Минори за то, чтобы пойти с Сиро. Затем ему пришлось хорошенько подумать о том, как решить эту проблему, и внезапно у него появилась идея. Минори пошла готовить еду, когда Исусу пришел за ней. Минори хотела пойти с Сиро на конкурс по поеданию тортов. Если бы они выиграли, у них был бы шанс попасть на королевский банкет. Минори хотела, чтобы как можно больше людей лучше поняли Сиро, потому что многие все еще не понимали его и считали хитрым человеком, в то время как он был добросердечным. Поэтому Исусу решил помочь Минори. Акацуки знала, что она соревнуется с ребенком 2 уровня. Она была очень зла на Сиро за то, что он обращался с ней как с ребенком. Но Сиро обещала пойти с ней и Минори, так что она поняла, что это может быть свидание. Она не знала, что надеть, перерыла всю свою комнату, но не нашла ничего подходящего. Поэтому она решила найти кого-нибудь, кто мог бы ей помочь. Генри почувствовал, что она нужна Акацуки, и она сбежала. Акацуки внезапно почувствовала озноб, поэтому решила найти что-нибудь сама. Затем Акацуки отправилась к Рашину и Майку Каю, чтобы попросить их помочь ей подобрать подходящий наряд. В день выхода на прогулку у Акацуки было кимоно. Широ похвалил их обоих за то, что они выглядели очень красиво. Когда владелец магазина принес пирожные, все трое подумали, что легко могли бы съесть 4 пирожных и выиграть конкурс. Но когда подали пирожные, они поняли, что им придется съесть целых 4 больших пирожных, и начали немного волноваться. Пирожные были очень вкусными, но Широ с трудом глотал, потому что толпа позади него проклинала его за то, что он привел с собой 2 девочек. Обе девочки по очереди кормили Широ. С каждым кусочком Широ чувствовал все большее давление. Желание убить, исходящее из-за спины, все усиливалось, и Широ чувствовал, что сражаться с 12 боссами одновременно было бы менее напряженным занятием. В конце концов, Широ пришлось вернуться домой с набитым тортом животом. Широ планировал больше гулять, чтобы повеселиться, но после того, как он съел так много, у него больше не было настроения. Минори сказала им обоим идти домой, а сама пошла за чаем, чтобы помочь Широ лучше переварить пирожные. Хотя они и не попали на банкет, все равно было весело. В тот вечер Широ вспомнил о пирожных и почувствовал боль в животе. Он позвонил Саадзиру, чтобы рассказать ему о конкурсе по поеданию. Он хотел посмотреть, сколько пирожных сможет съесть Саадзиру. Сиро завидовал, потому что Сааджиру всегда был окружен девушками, но при этом умудрялся быть хорошим лидером гильдии. Он думал, что Наян и Сугу могут быть даже лучшими лидерами гильдии, чем он сам. Внезапно Акацуки навестил его. Она подумала, что Широ возненавидит торт после сегодняшнего мероприятия. Обычно они оба мало разговаривают, так что теперь они не знали, какую тему обсудить. Акацуки коснулась лба Сиро, потому что ей нравилось это делать. Минори собиралась принести чай, но увидела эту сцену, поэтому оставила чай и убежала. Она забилась в угол и почувствовала себя убитой горем, когда поняла, что Акацуки тоже нравится Сиро. Она плакала и кричала, что Сиро должен принадлежать ей. В этот момент Таоя пришел, чтобы найти ее, так что братья и сестра сели поговорить. Она призналась, что ей действительно нравится Сиро, но Таоя уже давно это знала. Никто из тех, кто его знает, не может не любить Сиро. Он очень внимательный, как учитель, так что все младшие восхищаются им. Конечно, Тааяс все еще понимал чувства своей сестры. Но на самом деле между Широ и Минори еще ничего не произошло,
так что пусть все идет своим чередом. На следующий день группа Широ собралась, чтобы обсудить, что делать, потому что сегодня был только второй день фестиваля. Младшие братья и сестры должны были пойти поиграть вместе. Исусу должен был вывести светловолосого щенка на прогулку. Сиро думал, что он снова погрузится в бумажную работу, в то время как Саадзиру планировал стать инспектором по безопасности пищевых продуктов. Во время еды Саадзиру увидел, как двое молодых людей ссорятся, и решил выступить посредником. Акацуки заметил, что Саадзиру все это время просто ел. Он постоянно шутил, чтобы подразнить Акацуки, отчего она злилась и хотела проткнуть Саадзиру. Он подарил Акацуки подарочный сертификат, чтобы ей было чем заняться. Каждый раз, когда она ела в киоске, она получала марку. Когда все марки были заполнены, она получала подарок. Потом Саадзиру снова стал дразнить Акацуки, и она ударила его. Акацуки увидела, что кто-то продает сувениры, и пошла посмотреть. Тем временем Минори зашла к Мэри, чтобы попросить билеты на банкет. Она направила Минори за ними к Риеше. Маленькая девочка не понимала, почему Мэри пряталась в коробке. Мэри солгала, что занимается уходом за кожей, но на самом деле она хотела скрыться с работы, чтобы Генри ее не нашел. Затем Акацуки купила новую заколку для волос и пошла показать ее Сиро, но он не заметил и сказал ей идти к Генри, потому что у него была работа и его нужно было оставить в покое. Акацуки надулась и швырнула подарок, который она получила по ваучеру, в Сиро. Соуджуру только что понял, что его подарочный сертификат подменили, так что у него появился еще один повод пойти поесть. Минори уже добралась до Ренесии, но, похоже, он тоже был занят, поэтому маленькая девочка предложила помочь Ренесии. Исузу увидела, что Минори пытается помочь Сиро восстановить его репутацию, потому что вся хорошая репутация, которую он имел раньше, была дана Красти Сиро, так что у него ничего не осталось. Видя, что у землян возникают конфликты с авантюристами, Редди пришел помочь разрешить их. Генри только что нашел Мэри. Зная, что Мэри устала и хочет принять ванну, она позвала Сааджиру помочь с переноской. Она также знала, что Мэри уделяет много внимания Сааджу, поэтому позвонила ему. Мэри пошла быстренько принять ванну, чтобы не выглядеть плохо перед Сааджу. Генри теперь тоже понял, что у нее появились чувства к Сиро, потому что он был лучшим человеком, которого она когда-либо встречала. Акацуки тоже пришла, и Генри сказал ей, что ей нужна помощь Акацуки, чтобы продать зимние вещи сегодня днем. Принцесса сейчас занимается организацией места для бала. Она почувствовала, что Красти снова обманул ее, потому что приезд сюда вовсе не был праздным занятием. Красти пришел, чтобы найти ее, но увидел только, как она пытается организовать бал. Она просто хотела как-то отблагодарить искателей приключений. Они вдвоем сели пить чай. Минори только что показала Ренесии свою новую профессию. Она уже спрашивала совета у Сиро и решила отказаться от профессии портного и выбрать профессию подмастерья. Эта профессия позволяет ей копировать навыки других, но на более низком уровне. Она верила, что эта профессия ученика поможет ей найти общий язык с большим количеством людей и услышать больше хороших слов о Сиро. Она очень хорошо выполнила работу Риеши, произведя на него впечатление. Нэн и Сиро ели, когда внезапно один из нарушителей спокойствия в ресторане чуть не начал драку. Нэн пришлось встать, чтобы преподать ему урок. Он вышвырнул этого человека вон, к большому восхищению Сиры. Нэн сообщила Сиро, что прибытие землян вызвало у искателей приключений настоящий хаос. Несмотря на то, что земляне разделены по классам, они очень профессиональны в торговле. Искатели приключений – свободные люди, но довольно дилетантские. В то время рыцари Черного Меча и Красти отвечали за безопасность, поэтому им пришлось разрешить довольно много инцидентов, в основном конфликтов между игроками и землянами. Тем временем Широ пришел на ярмарку посмотреть, как идут дела в киоске группы Мэри. Акацуки примеряла одежду для Генри, когда снова встретила Широ. Он увидел неподалеку конфликт и пошел проверить, в чем дело. Один местный житель хотел выкупить весь товар в киоске, но киоск отказался. Когда он уже собирался причинить неприятности, Широ пришел, чтобы прогнать его. Они открыли киоски, чтобы было чем заняться, а не для бизнеса, поэтому они не хотели продавать все сразу. Внезапно Широ заметил, что вокруг необычно шумно, в основном от землян. Минори также позвонила, чтобы сообщить, что в документах было много грубых ошибок, в основном от землян. Осознав эту хаотичную проблему, Сиро немедленно велел Акацуки собрать для него отчеты, а сам вернулся в гильдию, чтобы изучить ситуацию. По словам Сиро, город вот-вот подвергнется нападению. Он знал, что был неосторожен и позволил врагу получить преимущество. В офисе он заметил, что всего за 2 дня произошло так много ссор. Казалось, что целью врага было проникнуть в организацию и причинить неприятности, чтобы нанести ущерб репутации круглого стола. Принцесса услышала, что прибыл маркиз с запада,
так что ей придется принять и его. Рыжеволосый член Ордена Рыцарей Черного Меча сообщил Сиро, что западный маркиз только что прибыл в город. Он подозревал, что за этим саботажем стоят земляне, и, судя по масштабам нападения, его вдохновитель должен быть важной фигурой. Казалось, что нанесение ущерба репутации Круглого Стола также означало нарушение их договора с Альянсом Свободных Городов. Они не могли остановить фестиваль, но должны были найти способ минимизировать ущерб. У него был способ ответить, но не насилием, как думали Акацуки. Затем он позвонил Саодзюру, чтобы попросить помощи в слежке, так как им нужно было решить все тайно, не допуская, чтобы это стало достоянием общественности. Таоя также должен был пойти к Ринёши, чтобы помочь. Минори должна была продолжать работать как обычно и следовать инструкциям Сиро, если таковые будут. Минори теперь чувствовала, что Сиро доверяет ей больше. Проблем снаружи было слишком много, чтобы справиться с ними полностью. Минори считала, что их работа в тылу заключалась в том, чтобы не слишком злиться и не усугублять ситуацию. Видя, как маленькая девочка спокойно справляется со всем, Ринетия почувствовала, что здесь появился еще один Сиро. Сиро все еще не понимал цели вражеской атаки, потому что она была довольно хаотичной. Рыжеволосому мужчине тоже пришлось выйти, чтобы решить некоторые проблемы. Но позиция Ньян была довольно хаотичной, потому что земляне много спорили и не могли решить проблемы каждого. В то же время пары тоже ссорились друг с другом из-за этих хаотичных инцидентов. Сиро и Наян не смогли увидеть никакой закономерности в этих нападениях. От дорожных пробок до провоцирования ссор и даже взяточничества, подделки документов и многого другого. Когда Генри и Акацуки сообщили о еще 2 бессмысленных случаях, Сиро понял, что у них вообще не было никакого плана. Они просто создавали проблемы везде, где могли. И они беспокоились только из-за этой бессмысленной цели. Широ чувствовал, что он ничего не сможет поделать с таким хаосом, но если ничего не предпринять в течение следующего часа, возникнут большие проблемы. Когда у Широ разболелась голова, к нему неожиданно пришел Санджиру. Он был очень благодарен Широ за то, что он познакомил его с этой кондитерской. Он и его группа ели до тех пор, пока в заведении не закончились пирожные. Видя, что Саадзиру все еще такой беззаботный, Широ нашел способ справиться с этой хаотичной ситуацией. Тем временем маркиз прибыл на бал к принцессе. Маркиз начал заходить слишком далеко, глядя на авантюристов свысока, как на простолюдинов. Когда кто-то подходил близко, чтобы пообщаться, его вышвыривали вон. Затем он дотронулся до волос принцессы и начал проявлять неуважение к еде, которую она приготовила. Широ нашел способ ограничить все, а именно одолжил команду Саоджу для поддержания порядка. Поскольку девочки в команде Саоджу были очень сильными сестрами, они могли хорошо сотрудничать друг с другом и гибко решать проблемы, не вызывая дополнительных проблем. И этот метод показался мне довольно эффективным, потому что у землян, окруженных девушками, было меньше шансов причинить неприятности. В то же время они могли легко разрешать конфликты между парами. Затем Сиро получил известие о ситуации с принцессой, поэтому он быстро направился туда и оставил Наяна разбираться с делами в этом лагере. Он попросил Акацуки позаботиться о сцене, которую он планировал использовать для грандиозного фейерверка. Затем Сиро прибыл, чтобы спасти принцессу, когда у нее возникли проблемы с маркизом. Маркиз пожаловался на то, что привез товары, и отправил принцессе письмо с просьбой подготовить склад, который еще не был готов. Маика и Красти тоже прибыли сразу после этого. Все трое сказали, что на этот раз ошибка произошла из-за недосмотра принцессы, так что они возьмут ответственность на себя, как и маркиз. Им было отправлено письмо, но оно еще не дошло до принцессы. Маркиз был поражен, потому что это письмо выглядело так, будто он его никогда не отправлял, но он сохранял спокойствие и продолжал действовать. Что касается товаров, то у Микаи было готовое хранилище для хранения всего необходимого, поэтому она сказала ему идти вперед и передать товар. Красти намекнул, что они раскрыли его план саботажа, из-за чего он почувствовал себя неловко и ушел. Широ все еще нуждался в том, чтобы принцесса последовала за ним и помогла кое с чем. В частности, группа Мэри организовала показ мод, где у каждого был шанс побывать на сцене. Принцесса и Красти были 2 самыми заметными персонажами. Они усадили принцессу на этот стул и позволили любому желающему подойти и поболтать с ней, что дало возможность поклонникам принцессы приблизиться к своему кумиру. Но некоторые люди все еще считали Широ злодеем, который издевался над принцессой. Минори пришла, чтобы найти Широ, и он увидел, что все было сделано правильно, но он не был уверен, что за всем этим стоит маркиз. Минори спросила Широ, намеренно ли он заставил принцессу возненавидеть его. Он признался в этом, потому что ему нужен был кто-то, с
кем принцесса могла бы быть близка, а также кто-то, кого можно было бы не любить. Это было нужно ему для будущих планов. Но он понимал, что Минори беспокоилась, потому что боялась, что люди возненавидят его и, следовательно, гильдию. Он мог бы справиться с этим. Но Минори беспокоилась о том, что чувствует сам Широ, когда его ненавидит. Он никогда раньше не задумывался об этом, но он также был благодарен Минори за то, что она усердно работала. Раньше ему просто нравилось играть и становиться сильнее в одиночку. Но теперь он понял, что ему нужны люди вокруг него и весь мир, чтобы продемонстрировать свои таланты. Он также видел в Минори образец для подражания, экстравертную личность, которая ладит со всеми. Акацуки подслушал разговор между ними и ушел. Она никогда не понимала смысла того, что делал Сиро. Хотя она всегда была рядом с Сиро, она не могла понять того, что говорила Минори. В ту ночь Сиро отправилась на встречу с кем-то, чтобы получить информацию о западном регионе. Но человек, которого он встретил, был тем самым, кто рассказал свою историю детям в ледяном замке, с которыми он встречался раньше. Он знал, что это была Нуриха. Вскоре она открыла свое истинное обличие, и, по словам Сиро, она была владелицей гильдии, которая обладала всей властью в городе. На запад. Когда произошла первая катастрофа, она отправилась на запад, где ее спонсировала местная знать, а затем использовала свой авторитет, чтобы купить святилище. У нее была способность манипулировать жизнями искателей приключений, поэтому она заставила всех вступить в ее гильдию. Она также знала о Сиро, о том, как он творил магию мирового класса. Однако он также знал, что она планирует активировать врата телепортации между городами. Причина, по которой она пришла к Сиро, заключалась в том, чтобы завербовать его. Он знал, что нападение Маркиза на этот раз также было организовано ею за кулисами. Она не сказала правду, но если бы она сказала, Широ рассмотрел бы ее приглашение. Она рассказала, что раньше у нее была очень скучная жизнь, но когда она узнала об этой игре, она встретила человека, который дал ей мотивацию и желание побеждать. Широ поняла, о ком она говорит, но она отмахнулась от этого прежде, чем Широ смог вспомнить больше. Она хотела, чтобы Широ присоединился к ней, потому что знала, что он нашел способ помочь искателям приключений вернуться в реальный мир. Хотя это было только на стадии идеи, она верила, что если Широ будет сотрудничать с ней, они действительно смогут найти способ. Она знала, что у него не было конкретной причины помогать людям здесь, поэтому она хотела стать его причиной. Но он вспомнил о своих друзьях и решил, что у него уже есть свои причины. Он хотел стать не ее союзником, а ее врагом. Таким образом, он мог бы исполнить ее желание. Он все еще не мог вспомнить, кто она такая, но считал, что ему не следует следовать за ней. Но она ушла, веря, что однажды он будет принадлежать ей. На следующий день все начали убирать после фестиваля, но у группы Мэри все еще было много планов на другие мероприятия. Мой Кай не мог поверить, что все это веселье началось только из-за ароматных бургеров. В тот вечер группа Широ собралась вместе. Наян хотел, чтобы Широ почаще давал указания, как настоящий лидер гильдии. Все хотели изо всех сил стараться помочь Широ, насколько это возможно. Но, во-первых, они должны уделять приоритетное внимание повышению уровня. Широ поставил перед ними цель, к которой они должны стремиться. Не в том, чтобы сделать этот континент сильнее или вернуться в реальный мир, а в том, чтобы изменить этот новый мир, место, которое изменило их реальность. И на этом фильм заканчивается.